Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Chakshurmritam Dinna Tasma Shri Govindamah Shri Chaitanya Manupistam Sthapiram Yena Bhuttale Swayam Upakaramayam Dharati Swavarantikam Nam Vishnu Pada Krishna Visa Bhuttale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayane Nivashesha Shrivari Pasatari Sutarine Panchakapa Tubhasha Kepa Sinuvevacha Aditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Bhavanityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we continue with our introduction to death, our final challenge. Итак, мы продолжаем, и теперь у нас вступление в тему смерть, наш последний вызов. Yes, for those of you who have materials number 3, it is the last section. Так, урок 3, и это последний раздел этого урока. Yes. So let us begin by reading a few interesting quotes. Так, давайте начнем с нескольких интересных цитат. 2:1:15 from the Bhagavatam. Шримад Бхагаватам 2:1:15. На последнем этапе жизненного пути нужно решительно отринуть страх смерти. Однако прежде следует разрубить узел привязанности к материальному телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний. Yes, so Prabhupada nicely describes it. One should be bold enough not to be afraid. И Прабхупада это очень хорошо описывает. Он говорит, что нужно быть достаточно смелым, чтобы не бояться. Why don't you come a little closer? Join our group here. I'm a personalist. I like to address my audience. Подходите, пожалуйста, поближе. Я просто персоналистка, и я люблю
общаться с людьми. Yes, we especially made the arrangements that there's chairs and everything, so you can be comfortable. Мы тут специально поставили вот стулья, скамейки, чтобы вам было удобно. Yes, so, you know, devotee should be bold enough not to be fearful of death. То есть преданный должен быть достаточно смелым, чтобы не бояться смерти. But that's not such a cheap thing. Но это не такая дешевая вещь. So we have to cut off all attachments to the body and everything connected with the body. И поэтому нам необходимо разрубить узел привязанности к материальному телу и ко всему, что с ним связано. Only then we will be able to meet death without fear. Только тогда мы сможем встретить смерть без страха. Yes, the fear is only due to our identification with the body, actually. И мы боимся только из-за того, что отождествляем себя с телом. If we would deeply realize that we are spirit soul, then there is no fear. What's the big deal? Giving up the old and useless clothes here, you know? Если мы очень глубоко осознаем, что я душа, то тогда какой смысл бояться? Мы тогда не отождествляем себя с телом, мы его отбрасываем как ненужную одежду. Let's read the next one, 4:27-24. Шримад Бхагаватам 4:27-24. Комментарий. Поскольку преданный неукоснительно выполняет указания Нарады Муни, ему не страшны старость, болезни и смерть. Внешне может показаться, что преданный стареет, но ему неведома горечь поражения, которой омрачена старость обыкновенного человека. Поэтому, в отличие от обыкновенных людей, преданного в старости не преследует страх смерти. Когда джара, старость, настигает преданного, кала-канья избавляет его от страха. Преданный знает, что после смерти он вернется домой, к Богу, поэтому он не боится смерти. Таким образом, приближение старости не угнетает преданного. Наоборот, оно помогает ему обрести бесстрашие, а значит и счастье. Yeah, so nicely described how devotee and non-devotee have such different approaches and attitudes to death. И тут очень хорошо описано, что преданный и непреданный совершенно по-разному подходят к вопросу смерти. Yes, non-devotee feels defeat. You know? Непреданный ощущает поражение. Yes, he feels defeated by old age and death. То есть он чувствует горечь поражения, которая омрачена его старостью. Yes, but devotee is actually fearless and therefore happy. Но преданный свободен от страха, поэтому он счастлив. And I mean, interestingly, Prabhupada says, because the devotee rigidly follows the instructions of Narada Muni, he has no fear of old age, disease and death. So the fact that we are fearful actually means we are not rigidly following Narada Muni's instructions. Тут Прабхупада говорит, что поскольку преданный неукоснительно выполняет указания Нарады Муни, ему не страшны старость, болезнь и смерть. То есть тот факт, что мы боимся, означает, что мы не следуем указаниям Нарады Муни неукоснительно. Yes, so proportionally to what degree we are actually following rigidly the process of Krishna consciousness, proportionally we will be actually freed from death, freed from fear. И мы будем освобождаться от страха пропорционально тому, насколько мы строго следуем принципам сознания Кришны. Read the next one. Следующая цитата Шримад Бхагаватам 3:26-16. Для введенной в заблуждение обусловленной души, вошедшей в соприкосновение с материальной природой, власть Верховной Личности Бога проявляется в форме времени, которое вселяет в обусловленную душу, находящуюся под влиянием ложного эго, страх смерти. So this is also an interesting point, how time factor actually creates death, old age and disease. Тоже интересный момент о том, как фактор времени создает болезни, старость, смерть. Yeah, so time factor is also another manifestation of Krishna actually. Krishna is that time factor. Фактор времени — это еще одно проявление Кришны. Кришна — это и есть время. Time is a very interesting thing, you know, time.
Время — это очень интересное явление. Yes, it's almost mysterious. Практически оно это мистическое явление. Yes, how time brings along all these transformations and dwindling and destruction. It's all created through time. Время приносит с собой трансформации, то есть изменения и в конце концов разрушение. Yes, so and because the soul is deluded by false ego, that's why we have the fear of this time and death. Поскольку душа введена в заблуждение ложным эго, то мы боимся этого фактора времени. Yes, next one, 10:34. Бхагавад-гита 10:34. Мритью сарва харашчахам. Я всепоглощающая смерть. Комментарий. Едва появившись на свет, человек сразу начинает умирать. Каждое мгновение смерть отнимает у нас часть жизни. Однако собственно смертью называют ее последний удар. Эта смерть и есть Кришна. Yes, so we can't avoid surrendering to Krishna. Either we surrender to his ghastly form of death, or we surrender to his beautiful form of Shyamasundara. Мы не можем избежать предания себя Кришне, но нам придется либо предаться Кришне в его ужасной форме, в форме смерти, либо в его прекрасной форме, в форме Шьяма-сундары. So we have the choice. У нас есть выбор. And as soon as we take birth, the whole process of dying actually starts. И как только мы рождаемся, сразу же начинается наш процесс умирания. That's why we say, I am so many years old. И поэтому на английском языке говорится там, мне столько-то лет, Настолько я стар. Настолько я стар. Yes. So old means closer to death. Но старый означает, что он приближается к смерти. So I am 60 years old, it means I'm 60 years closer to death. Так, мне 60 лет, и это означает, что я на 60 лет ближе к смерти. Yes, we don't say I'm 60 years young, but we say I'm 60 years old. Мы по-английски не говорим, что мне 60 лет молодости. You don't have that in Russian language? Translated. In German we also say But we have from birth, 60 years from birth. Okay, so you count the other way, from birth. От рождения. Yeah, well, I guess we also count like that, but we just express it differently. Yes. Okay. Yeah, so from the moment of birth, we are actually dying, but we are very expert to, pretend that this doesn't happen to us. С самого момента рождения мы на самом деле начинаем умирать. Но мы очень искусно притворяемся, что этого не происходит. Yes, and we make all kinds of arrangements to live nicely, but actually we should make arrangements to die nicely. И мы все время пытаемся все организовать так, чтобы мы могли жить хорошо. Но на самом деле нужно организовать все так, чтобы мы могли хорошо умереть. Yes. And if we make arrangements to die nicely, then we also live nicely. И если мы все так устроим, чтобы хорошо, достойно принять смерть, тогда мы будем жить хорошо. That's Krishna conscious lifestyle. Это образ жизни в сознании Кришны. But if we make only arrangements how to live nicely, we don't live nicely, we don't die nicely, we have nothing. Если же мы будем заботиться только о том, чтобы жить хорошо, то у нас не получится ни хорошо жить, ни хорошо умереть. То есть мы не получим ничего. So intelligent person makes arrangements to die nicely. И поэтому разумный человек подготавливается к тому, чтобы хорошо умереть. Yeah, so let's quickly collect. A materialist meets death as being what? Итак, материалист встречает смерть как что? What's death for a materialist? Как материалист встречает смерть? Hang on, lift your hand, don't just shout out. Поднимайте, пожалуйста, руки. Конец всего. Like the end of everything.
the end of everything, and the most ghastly end, horrifying end. И самый ужасный, ужасающий конец. Yeah, I mean it's the most unwanted moment, death. Для них смерть — это самый нежелательный момент. Yes, and people keep themselves in such denial. И люди настолько сильно это отрицают. As I was sharing from my chemo experiences there, you know. Это, как я рассказывала, этот пример из химиотерапии. Yes, I remember another situation there when I was taking chemo 12 years ago in Melbourne. 12 лет назад, когда я проходила химиотерапию в Мельбурне, была у нас еще одна ситуация. There was this old lady, she must have been in her last stage of cancer. Там была одна очень пожилая леди, и, похоже, она была уже на последних стадиях рака. She had this big belly, which is usually liver cancer, you know, or so much water is collected in the belly with liver cancer. У нее был очень большой живот, это, а так бывает обычно, когда у человека рак печени. And usually when you do chemo, you lose your hair. They fall out, but they grow back later. И обычно, когда человек проходит химиотерапию, у него выпадают все волосы, но позже они отрастают. So she was also there every 3 weeks taking her chemo while I was there. И она также туда каждый раз в 3 недели приезжала проходить химиотерапию, в то же время, когда и я. And just looking at her was so grotesque. Grotesque. И просто ее один вид был очень гротескный. Yes, because she was so, you know, she was really in the last phase of her life. Она уже находилась на последней стадии своей жизни. And because she had lost all her hair, she had this blonde, how do you call it, wig on, you know, blonde curly hair, blonde and curly. И так как она потеряла все свои волосы, она носила такой парик, как светлый парик, кучерявый. Yes, and then she had this rouge there on her cheeks, you know, really red cheeks. На щеках у нее были румяна, то есть были нанесены румяна косметиком. And bright red lipstick. И также она пользовалась ярко-красной помадой. She looked like some Barbie doll, you know. Она выглядела как кукла Барби. Yes, and I mean, just looking at her, I thought, how sad to meet the end of your life in this frame of mind, you know. И глядя на нее, я подумала, как же грустно встречать смерть в таком умонастроении. Yes, I mean, it was really like the desperate attempts to cover up. The death is coming, you know. So sad. Это все выглядело как какие-то отчаянные попытки предотвратить приход смерти. Yes, and in such a stage of life to do chemo is completely useless, you know. И на этой стадии проходить химиотерапию это совершенно бесполезно. Yes, but that's how much in denial people are. Но вот именно таким образом люди отрицают. Yes, they can't confront themselves with this fact at all. Отрицают реальность. Они не могут заставить себя посмотреть правде в глаза. Yes, so therefore, death is such a horrifying thing for them. Для них это нечто ужасное. Yes, but for a devotee, well, how is he meeting death? А как же преданный встречает смерть? If he has rigidly followed Narada Muni's instruction. Если он строго следовал наставлениям Нарады Муни. So, lift your hand. Поднимайте руку. Я была радостна, когда уходила мать Тереза. Doesn't work. Yes. Радостно. Когда уходила мать Тереза, ее близкие говорили, что она скоро уйдет. Почему? Потому что она как шампанское, такая была очень воодушевленная, но вот из нее вот эта вот энергетика положительная, прямо как вот пузырьки выходила. She says, I think that a devotee is very joyful. Like when Mother Teresa was leaving her body, well,
the people who were around her were saying that she will probably soon leave her body because she's so cheerful and she's full of some positive energy. Just say, and she didn't even chant Hare Krishna. Видите, она даже не повторяла Харе Кришна. Yes, so with any kind of God consciousness, you can actually meet death in a quite positive and joyful frame of mind. Получается, что в любой духовной практике, когда человек находится в сознании Бога, то он может встретить смерть вот в таком бодром, радостном состоянии сознания. Yes, actually for devotee, it's finally that moment when we can get on the plane back home, back to Godhead. Finally. Для преданного это означает момент, когда мы наконец-то можем сесть на самолет, который летит домой, обратно к Богу, наконец-то. Krishna has been waiting for us for so long. My God! So now we got the chance to go to Him. Кришна так долго ждал нас, и теперь у нас есть шанс отправиться к Нему. So why delaying? Так зачем же медлить? Why saying, oh no, I want to stay here, I want to stay here. Hey, Krishna has been waiting for us for so long. И зачем же говорить, что я хочу остаться здесь, я хочу быть здесь, но ведь Кришна ждет нас уже очень давно. Yes, so for devotee it's a very joyful, glorious moment. И для преданного это очень-очень радостный момент. And of course there's also some little pain mixed into, some pain of separation, that we lose the association of that person. И конечно, мы чувствуем также боль разлуки, что мы потеряем общество этого человека, возможность общения. But actually, the joy is actually dominating. Но настроение радости, оно доминирует, преобладает. Yes, because especially if a person has gone through old age and disease, then death is really such a relief that we are finally relieved from this struggle and suffering there, being encaged in some useless body. И если человек прошел через старость и болезни, то смерть для него будет как освобождение, что он наконец-то может освободиться из клетки этого материального тела. Yes. And Prabhupada often gives us this analogy of the cat's jaws. Прабхупада часто приводит эту аналогию кошки, челюстей кошки. Yes, so the cat catches a mouse, or with the same jaws picks up the kittens. Вот кошка, она может поймать мышь своими зубами, и также кошка может в зубах нести котенка. So for the kittens, the cat's jaws are an embodiment of care and affection and shelter. Для котенка кошкины зубы — это олицетворение прибежища и защиты. Shelter, care, affection. Заботы и любви. Yes, but for the mouse, the cat's jaws is a symbol of death. Но для мыши зубы кошки — это олицетворение смерти. Yes, so the same jaws are seen in very different ways by the cat and the kitten, the mouse and the kitten. Котенок и мышь совершенно по-разному смотрят на одни и те же зубы. Yes, so in the same way, devotee, non-devotee has very different approach to death. И поэтому преданные и непреданные совершенно по-разному относятся к смерти. Yes, and also let's remember that the Srimad Bhagavatam comes about by Parikat Maharaj inquiring about the duty of a person facing death. И также важно помнить, что Шримад Бхагаватам был явлен вследствие вопроса Парикшита Махараджа относительно обязанностей человека, который находится на пороге смерти. So his inquiry is of so much benefit for the whole humanity. И его вопросы принесли благо для всего человечества. Yes, and it's also relevant to us, every single one of us, because as we said, from the time of birth we are actually dying. И также это все актуально для нас, для каждого из нас, потому что, как мы уже говорили, с момента смерти
с момента рождения начинается наше постепенное умирание. Yes, and as we actually get knowledge what really happens there, we will lose our fear, definitely. И если мы действительно получим знание, что же произойдет, мы избавимся от страха. Yeah, so we have in the Shastras, we have a few nice examples how devotees meet the point of death. В шастрах есть очень хорошие примеры, как преданные встречали смерть. One of my favorite examples is Vitrasura. Один из моих любимых примеров – это Вритрасура. So externally he was a demon, he had the demon's body, but he actually was Chitraketu Maharaj. Внешне он был демоном, имел демоническое тело, но на самом деле это был Читракету Махарадж. Yes, he was cursed by Mother Parvati to take birth in a demon, as a demon. Мать Парвати прокляла его, чтобы он родился в теле демона. So, and it's described in the Bhagavatam how he was fighting against Indra. В Бхагаватам описывается, как он сражался с Индрой. And he knew exactly who would lose the fight and die. Он точно знал, что проиграет это сражение и что ему предстоит умереть. But he was so joyful. Но он был очень радостным. Yes, and it is quite funny to read that in this fight, Indra dropped his weapon. И вот интересно, что во время этой битвы Индра уронил свое оружие. And actually it means he is defeated. When you drop the weapon, you're defeated. You're not actually allowed to pick it up and continue fighting. И, в принципе, это означало, что он потерпел поражение. Если вы роняете оружие, значит, вы потерпели поражение, если только вам не позволят поднять это оружие и сражаться дальше. So when he dropped this weapon, he was a little perplexed. Oh, what am I going to do now? Уронив оружие, он был несколько озадачен. Ну, что же делать теперь? So, and then Vitrasura is preaching to him. И Вритрасура начал ему проповедовать. Yes, he's saying to him, come on, pick up your weapon, fight, this is your duty. Он сказал ему, давай же, подними свое оружие, сражайся, это твой долг. Yes, and he's giving a whole talk there how we have to do our duty, even though we may know that the outcome is negative, still we have to do our duty. И он там произнес целую речь о том, что если это наш долг, мы должны его выполнять, даже если мы знаем, что результат будет отрицательным. Yes, so that was Vitrasura's mood. He knew exactly he would be killed by Indra, even though he knew that the outcome would be negative. You know, he didn't say, "Oh, no need to fight. I'm going to lose anyway." И это было настроение Вритрасуры, да, хотя он знал, что он проиграет, и все равно он сражался. Он не сказал, что, ну, так как я знаю, что я все равно проиграю, нет смысла сражаться. But no, he did his duty, because fighting was his duty, never mind whether it's a good or bad outcome. Но он продолжал сражаться, потому что понимал, что это его долг, независимо от того, какой будет результат. So in that mood, he was very happily fighting against Indra and looking forward to being killed, because he knew he was going back to Godhead. И вот в этом настроении он продолжал сражаться с Индрой, с нетерпением ожидая, когда же Индра победит его, потому что он знал, что после смерти он отправится обратно к Богу. Yes, and then it is described how it took 1 year to cut off his neck. You know, cut through the neck, cut off his head. 1 year, he was such a big demon. И дальше описывается, что для того, чтобы как отрезать, отрубить ему голову, понадобился целый год, потому что это был очень большой демон. So we can see this 1 year as having cancer for 1 year or something, you know? И можно рассматривать этот 1 год, ну, то есть можно себе представить, как, например, если бы человек там целый год болел раком. Yeah, so and he just let Indra cut his neck through. And he just withdraw and go in some deep trance and meditation. И он просто позволил Индре отрезать себе голову, и в это время он находился в глубоком трансе, в медитации. Yeah, so and then finally when the head was cut off, he went back to Godhead. И когда голова была отрублена, то он вернулся домой, обратно к Богу. Yes, it's actually a very powerful example of how a devotee
meets death, right? Vitrasura. Это очень сильный пример того, как преданный встречает смерть. Yes, in a joyful mood, just simply doing still his duty to the last minute, whatever it may be. В радостном настроении он просто до последней минуты продолжает исполнять свой долг, каким бы он ни был. Yes, but mind firmly fixed on Krishna in that hope, yes, let me try and go back home back together. Но его ум полностью сосредоточен на Кришне, и он медитирует на то, чтобы вернуться обратно к Богу. Also in the Bhagavatam it's described when Dhruva Maharaj left this world. Также описывается Бхагаватам, как Dhruva Махараджа оставил этот мир. Actually, death personified came to pay obeisances to him. Когда это происходило, сама олицетворенная смерть явилась, чтобы предложить ему свои поклоны. And Dhruva Maharaj put his foot on death, on the head of death, to get on the plane back home, back to Godhead. И для того, чтобы забраться на воздушный корабль и вернуться обратно к Богу, Dhruva Махараджа поставил свою ногу на голову смерти. Yeah, so Dhruva Maharaj used death as a stepping stone, you know, to get out. That's the mood of a devotee. Dhruva Махараджа воспользовался смертью просто как ступенькой на пути обратно к Богу. Это то, как преданный, это настроение преданного. Yes, also in Chaitanya Charitamrita we have the story with Srivas Pandit's son who leaves his body during Kirtan when Mahaprabhu was there. В Чайтанья Чаритамрите есть история о том, как сын Шриваса Пандита оставил тело во время Киртана, когда там присутствовал Господь Чайтанья. Yes, so and the ladies present, they were lamenting and crying, but Srivas did not want Mahaprabhu to stop the kirtan. He didn't want him to know what's happening. Присутствующие женщины начали скорбеть, плакать, но Шриваса не хотел прерывать киртан, и он не хотел беспокоить Господа Чайтанью. Yes, but somehow Mahaprabhu could feel something is not quite right here. Но Махапрабху как-то почувствовал, что здесь что-то не так. Yes, so then when he heard that Srivas Pandit's son left his body, he said, "Oh, why didn't you tell me?" You know. И когда Господь узнал, что сын Шриваса оставил тело, то Махапрабху спросил: а почему же ты не сказал мне? Yes, so and then Srivas Thakur's son, he even came back, right, for some short moment, and he gave some talk. И тогда сын Шриваса на какое-то время вернулся обратно, и он произнес речь, Yes, to pacify the lamenting devotees and relatives. Чтобы успокоить преданных и родственников, которые находились в скорби. And you know, from a transcendental point of view, he simply explained the facts of reality. So I have done my activities here, now I'm moving on. My time is up, I'm going somewhere else. Yeah. И он просто с трансцендентной точки зрения объяснил реальность. Он сказал, что мое время здесь, в этом теле, истекло, и мне нужно двигаться дальше. Yeah, so there's quite a few nice examples of great souls leaving this world in very, high spirit. Yeah. Есть довольно много примеров, как преданные оставляли тело, находясь на очень высоком уровне сознания. Yes, and of course Srila Prabhupada himself, he also set a wonderful example to us how one is meant to leave his body. И также сам Шрила Прабхупада подал нам пример, как нужно оставлять тело. Yes, and to the disciples who surrounded him, he was saying, "Don't you think this will never happen to you?" И своим ученикам, которые в тот момент были вокруг, он спросил у них: неужели вы думаете, что с вами этого никогда не произойдет? Yes, and he also performed all kinds of pastimes just to draw more love and affection from the devotees' hearts towards him. И также он являл многочисленные лилы в это время для того, чтобы усилить любовь преданных к нему. Yes, that just a few days before he left, he wanted to go on parikrama in a bullock cart around Govardhan Hill. За несколько дней до ухода он хотел отправиться на парикраму вокруг Говардхана
на тележке, да? На повозке, запряженной быками. Yes, but his body was in such, such weak condition that this seemed like madness to the devotees who took care of him, to imagine that his body would ride in a bullock cart on these bumpy roads there. It was completely crazy, actually. Но для его ученикам казалось, что это совершенно полное безумие, что он в таком состоянии, духовный учитель поедет на этой вот тележке. Yes, but Prabhupada gave this instruction. This is what I want. I want to go one more time around Parikrama for Govardhan Puja. Но Прабхупада сказал, что вот это его наставление, что он хочет отправиться на эту парикраму вокруг Говардхана. Yes, so devotees were all in a dilemma what to do, to follow Guru's instruction or to say, no, Prabhupada, we can't do this. You're too weak. They were in a big dilemma there. И у преданных возникла дилемма, они не знали, что делать. То ли выполнить просто наставление гуру, как оно есть, то ли сказать ему, что нет, мы вас не можем отпустить, потому что вы слишком слабы. Yes, and some devotees, they firmly took that point. We have to follow his instruction and fulfill his last desire. Некоторые преданные говорили, что мы должны следовать его наставлениям и исполнить его последнее желание. And they were making all the preparations, getting a bullock cart and putting some soft mattress inside to make it more comfortable, you know. И они стали готовиться, они, достали эту тележку, стали там туда складывать какие-то мягкие подстилки, чтобы ему было удобнее. Yes, but then there was another group of devotees saying, no, we can't do this, forget it, he will not survive this, this will be torture. Why? This isn't happen now. Была и другая группа преданных, они говорили, что нет, ни в коем случае нельзя, он же не переживет этой поездки, это просто будет мука. Yes, so this whole situation made the devotees almost mad, you know, they were so worried and their affection and love for Prabhupada deepened so much that it drove them mad, the whole situation. И преданные просто обезумели, их любовь к Шриле Прабхупаде усилилась во много раз, они не знали, что делать. Yes, so then I think Tamar Krishna Maharaj and some other devotees approached Prabhupada crying, saying, oh Prabhupada, this drives us crazy and we don't want you to go on this parikrama. Why do you have to go on this parikrama? Тогда Тамал Кришна Махараджа и еще какие-то другие ученики подошли, со слезами на глазах подошли к Прабхупаде и сказали: о, Прабхупада, зачем вам на эту парикраму? Мы не можем допустить, чтобы вы туда поехали. So then Prabhupada was saying, all right, I don't want you to suffer and go crazy. So then, all right, let's cancel it immediately to stop the whole idea. И тогда Прабхупада сказал: хорошо, я не хочу, чтобы вы страдали, тут исходили с ума, давайте отменим. Yes, and it seemed like it was just this transcendental tricks and games just to make devotees more attached to him, actually. Похоже, что это были просто какие-то трансцендентные игры, трансцендентные лилы, которые просто сделали так, что Прабхупада стал еще, что ученики еще больше привязались к Прабхупаде. Yes, and Prabhupada also, he treated his body just like a vehicle, a Sankirtan vehicle, you know. So if there's some use in it to preach, okay, but if it becomes useless, all right, no need, let's give it up. Прабхупада относился к своему телу так же, как к машине Санкиртаны. То есть, если она еще пригодна для служения, то хорошо, пусть служит. Если же она уже непригодна, значит, нужно от нее отказаться. Yes, and he also always told the devotees, don't ever admit me to the hospital. Don't take me to the hospital. И также он всегда говорил преданным, что, пожалуйста, никогда не отвозите меня в больницу. Yes, and that's so many years ago when the medical technology was not even that advanced as it is now. You know? Это было в те времена, когда медицина еще не продвинулась так далеко, как сейчас. Yes, and also Gaur Govinda Maharaj, he had a very special departure also. И также Гаур Говинда Махарадж
когда покидал этот мир, это было тоже особое явление. Yes, he left on Bhaktisiddhanta's appearance or disappearance? Appearance in Mayapur. Он ушел в день явления Бхактисиддханты в Майяпуре. Yeah, I was actually there in Mayapur, but I was such a young devotee. You know, I didn't really understand who Govinda Maharaj is, and you know, it kind of all went a little past my head, you know. Я тогда была в Майяпуре, но я была настолько молодой преданной, что я не очень осознавала, кто такой Говинда Махараджа. Это все как-то немножко прошло, может быть, мимо меня. But from what I've heard, and we can read this also in Madhavananda Prabhu's book about Govinda Maharaj. Но из того, что я слышала, и также это описано в книге Мадхавананды Прабху о Говинде Махараджа. Yes, there was some little disagreements in the GBC meetings actually. Там во время встречи GBC было определенное разногласие. Yes, and Govinda Maharaj was very much involved there. You know, he was kind of the point of discussion type thing. И Говинда Махарадж, он участвовал тоже в этом разногласии. Yes, and actually Govinda Maharaj got a little fed up, you know, and he actually wanted to leave, you know, and so he did. Говинда Махарадж почувствовал, что все, с меня хватит, и он решил уйти, и он ушел. Yes, and in that day, in the morning, he even made some comment. He said, yes, Bhaktisiddhanta was also disgusted and he left. So I might just do the same thing. He was making some comment like that. И он тогда сказал в тот день, что Бхактисиддханта Сарасвати ему тоже там что-то не нравилось. Yeah, he was disgusted. Он чувствовал отвращение к тому, что происходит, и он решил уйти. Yes. И я тоже, в принципе, могу взять и уйти. Bhaktisiddhanta was disgusted because he could see his disciples didn't understand his mission and they were already fighting who would be next after him. So he was disgusted. Бхактисиддханта чувствовал большое отвращение из-за того, что он видел, что ученики не понимают его миссии. And they were arguing. И они спорили, кто будет следующим ачарьей. Yeah, so and Bhaktisiddhanta and Govinda Maharaj in the evening he was meeting with his disciples in his room. И Говинда Махарадж вечером проводил встречу с учениками в комнате. And they were discussing Lord Jagannath's pastimes. Они обсуждали лилы Господа Джаганнатха. And one of his disciples asked him about Lord Jagannath, his internal mood or something. You know? Один из учеников спросил у него о настроении Господа Джаганнатхи. Yes, so and then Govinda Maharaj was talking about Jagannath being in separation of Radharani. И тогда Говинда Махарадж рассказал о том, что Джаганнатха испытывает разлуку с Радхарани. And while he was talking, he actually fell in transcendental ecstasy. He actually fainted. И когда он об этом говорил, он погрузился в трансцендентный экстаз, он потерял сознание. Yes, and they called the doctor, and the doctor could see this is not some normal unconsciousness or coma, but this is something different. Позвали врача, и врач увидел, что это не просто необычная потеря сознания, что это что-то необычайное. Yes, so and then from that ecstatic stage, he just left. He never came back again. И находясь в этом состоянии экстаза, он просто покинул тело, он так и не пришел в себя. So I mean, very unusual departure, very highly unusual. Очень необычный уход. Yes, yes. I mean, the details you can read in Madhavananda Prabhu's book. Детали вы можете прочитать в книге Мадхавананды Прабху. Yeah, so we do have examples from the Shastra and also from our ISKCON sadhus, you know, that leaving one's body, meeting death can actually be a very glorious and joyful and extraordinary experience. У нас есть примеры в Шастре, примеры наших ачарьи, в ИСККОН того, что уход из этого мира может быть
очень радостным и очень достойным. Yes. So before we continue with lesson 4, do we have any points of discussion on this? Есть ли у нас какие-то вопросы, комментарии перед тем, как мы перейдем к 4-му уроку? This was just a little introduction to the topic of death. Это было просто небольшое вступление, введение к теме смерти. Any questions, any comments on Есть ли this? вопросы, комментарии? Where's the mic? There. Yes. Будет ли как-то обсуждаться, мы говорили сейчас, материалист со страхом, преданный без страха, а как достичь этого бесстрашного положения? Это будет обсуждаться в будущем? You were saying that materialists have fear and devotees are fearless. But how to get to this level of fearlessness? Will we discuss it later during the course? Yeah, ultimately. But I mean, one answer we already have by, rigidly following the instructions of Narada Muni. Один из ответов был уже приведен. Для этого нужно неукоснительно выполнять наставления Нарады Муни. I mean, ultimately it is a summary of our whole devotional practice. В конце концов, это итог, определенный итог нашей духовной практики. Yes, it's not that, when death is knocking on our door, we do some mystical trick and, we have no fear or something, No, it doesn't go that easily, То есть не получится так, что просто в момент смерти, когда к нам в дверь стучится смерть, мы вдруг делаем какой-то магический трюк, и все происходит само собой. Нет, так не получится. But the ultimate process is to get off the bodily platform. Наивысший процесс заключается в том, чтобы сойти с телесного уровня восприятия. Yes, to realize that we are not this body. То есть осознать, что я не являюсь телом. And to cut off our material attachments. И обрубить материальные привязанности. And that will give us the fearlessness. Это даст нам бесстрашие. So as long as we identify that with the body, there will be fear, 100%. И до тех пор, пока мы отождествляем себя с материальным телом, мы будем испытывать страх, это 100%. Yes, and I dare say, also just more deeply understanding what actually takes place there when we leave our body. Также важно понять, что именно происходит в то время, когда мы покидаем тело. Yes, I mean, I have had the opportunity to accompany quite a few people in that last phase, and that has taken a lot of my fear away. Just seeing that it's actually not such a big deal. У меня очень было много случаев, когда я присутствовала, когда люди оставляли тело, когда я помогала людям в тот момент, когда они оставляли тело, и поэтому я поняла, что ничего там такого страшного и сверхъестественного нету в этом процессе. Yeah, so we have to confront ourselves with this topic, Поэтому нам необходимо столкнуться как-то с этой темой, как-то ее рассмотреть. Yeah, so all these things together, they will hopefully get us to this point that we are fearless. И все это вместе приведет нас в какой-то момент к тому, что мы будем бесстрашными. Yes. Я сейчас вспомнил, в одном из семинаров Адипуруши, он дает такое задание, это Шишапанишаты, там 17-я мантра, посвященная уходу. Он говорит, и он дал задание преданным обсудить между собой, как бы они хотели уйти, как бы они хотели встретить смерть. Я помню, когда слушал это, то у меня была такая первая реакция, что да я вообще не хочу. И какое-то время я не мог смириться с этой мыслью, что почему я должен думать о том, как бы я хотел умереть. Но потом, пока я так думал, преданные там между собой обсуждали, я по лекции слушал, по аудио, и они начали говорить результаты своих, идей, и мне некоторые даже понравились. Только тогда я смог принять эту, преданных заимствовать какие-то идеи, как было бы неплохо умереть. Но вначале эта мысль, что я не хочу вообще умереть, об этом думать.
There was a seminar given by Adikrosha Prabhu. It's on the Sri Shapanchad Mantra 17, and he gave devotees a task to discuss amongst themselves how would you like to meet death. And so when I was hearing this seminar, I was hearing audio, and I thought, oh, but as for me, I personally don't want to die at all. That was my first thought. And then I listened to what devotees said, to their ideas about how they want to meet death. And then I realized that some of their ideas I liked. And then gradually I somehow got to the realization that, well, that I will also have to die, and I need to choose the way I want. I mean, I remember my whole awareness of this topic of death was actually more there when Bhaktitirtha Swami left. That kind of, brought my attention to this topic. Мое внимание было привлечено к этой теме смерти, когда Бхактитиртха Махарадж оставил тело. Yes, because also when he left, he spent the last 6 weeks in close association with Radha Swami. Оставляя тело, он последние 6 недель провел в тесном общении с Радханатхой Свами. Yeah, Radha Swami cancelled all his travels and he went to Gitanagari just to be with Bhaktitirtha Swami until he would leave his body. Радханатха Свами отменил все свои путешествия, поездки и отправился в Гитанагари, чтобы провести это время с Бхактитиртхой Махараджем. Yes. So and then after Bhaktitirtha Swami left, Radha Swami gave a 5-hour Sunday feast lecture on how Bhaktitirtha Swami left his body. После смерти, после ухода Бхактитиртхи Махараджа, Радханатха Свами дал 5-часовую лекцию на воскресной программе об уходе этого преданного. Yes, and I remember I was traveling on collection in Norway and I was listening to the cassettes. In those days we had cassettes. There was no other technology, you know. Я помню, тогда я путешествовала по Норвегии, собирала там пожертвования, и я слушала эту лекцию на кассете. Но тогда в те времена не было никаких других технологий, были только кассеты. Yeah, so and this whole topic on Katha really left deep impressions on me, you know. И эта тема, эта катха произвела на меня очень сильное впечатление. And then I started thinking, not such a bad way to live with cancer. И я стала думать, это, наверное, неплохой способ оставить тело с помощью рака. Yes, actually when you get cancer, you have time to prepare. Ведь когда у человека рак, то у него есть время подготовиться. So and through this meditation, I was actually quite prepared when I got cancer a few years later. Поэтому благодаря вот этой медитации, этим размышлениям, я, в принципе, была вполне подготовлена к тому, когда у меня у самой диагностировали рак. Yes, first time, 12 years ago. Первый раз, 12 I can't лет remember назад. which year did Bhaktitirtha Swami leave? В каком году Бхактитиртха Свами оставил тело? Maybe 2003 or something, 2003 2004. или 2004. So and then 2007 I was diagnosed. И в 2007 такой диагноз поставили и мне. You know? 2004 or 5. So and then 2 years later I was diagnosed. So I thought, okay, well, looks like now it's my turn. I was actually ready by this meditation. Я подумала, что ж, хорошо, похоже, пришла моя очередь. И благодаря этой медитации я уже была готова к этому. Yes, yes. So, and then actually I started writing a diary then. И тогда я начала вести дневник. Just to inform devotees what's happening, because I was out of action for a whole year. I couldn't travel and preach for a whole year. Просто чтобы дать преданным понять, что со мной происходит, так как я уже год не проповедовала, не путешествовала. So and my father received my diary through internet. He was reading it. Мой отец также читал этот дневник, он получал его по интернету. So and then 1 year later he got diagnosed with cancer.
You know? И через год ему поставили такой же диагноз. Yes, and I asked him, I said to him, so my story must have helped you now to deal with your situation. And he said, yeah, definitely. You know? Yeah. И тогда я у него спросила, должно быть, моя история помогла тебе справиться с этой ситуацией? И он сказал, да, конечно, да. Yes, I mean, he left in such an auspicious way. I would say sometimes more auspicious than our devotees leave. You know? И он оставил тело, мой отец оставил тело настолько благоприятным образом, я даже могу сказать, что более благоприятно, чем многие преданные. Yes, because he was following up eagerly my diaries, reading all my realizations about death and this and that. You know, so that helped him so much and really prepared him. You know. Потому что он читал все вот эти мои дневники, мои осознания относительно смерти, и все это ему очень помогло, это его подготовило. Yes, and that definitely helped him to be so focused and fearless, and he was really so cool and peaceful, you know. И это помогло ему быть сосредоточенным и умиротворенным. Yes. So I mean, и бесстрашным. Yes, we have to confront ourselves with this topic. We have to do some internal work. Нам необходимо как-то эту тему изучать, нам необходимо проводить внутреннюю работу. Yes, we can't just blend it out of our existence and pretend this doesn't concern us. Мы не должны притворяться, что это нас не касается. Yes. Any other points of discussions? Есть ли еще какие-то пункты, какие-то комментарии? Maybe let's distribute lesson number 4. Давайте раздадим четвертый урок распечатки. Планирование смерти не есть ли эгоизм? What? Планирование смерти не есть ли эгоизм? Planning our death, isn't it selfishness? Well, I mean, we can only plan so much, you know, our ability to plan our death is very limited because it's not in our control. Дело в том, что мы можем планировать, как наша способность планировать свою смерть, она очень ограничена, поскольку это вне нашего контроля. Yes, we may be planning so many things, but then there's Krishna's plan, which might look very differently to our plan. Мы можем планировать много разных вещей, но потом приходит план Кришны, и он может отличаться от нашего. Yes. Просто как варианты. Разные варианты. Different options. No, I mean, we are not planning the options, you know. I mean, I'm not planning to get cancer or something, you know, but I'm simply trying to meditate and understand that getting a warning is a blessing. It's not a horrifying thing, but it's a blessing. Ну, как не то, что я там, например, планировала, чтобы вот у меня был рак. Нет, такого не было. Просто я медитирую на то, что когда мы получаем такое предупреждение в форме болезни, то это благословение. Yeah, so, and you know, to have that realization is not selfishness. И иметь такое осознание, это не является эгоизмом. Of course, if we give up our service and our preaching mood and we are only you know, concerned about me and my death or something, then it becomes self-centered, you know. Конечно же, если мы оставим проповедь, оставим служение и будем только думать о себе и там, о своей смерти, о своей болезни, то тогда это эгоизм. Yes. So let us understand what actually happens at the moment of death. Так, давайте разберемся, что же происходит в момент смерти. Yes, so basically we can understand death to be like the final exam. И мы можем понять, что
смерть — это последний экзамен. Where we are tested in what is most dear to us. И там мы пройдем проверку на предмет того, что же для нас важнее и дороже всего. Or who is most dear to us. Или кто нам наиболее дорог. So that's basically, in essence, the meaning of death. It's the final exam where Krishna tests us. То есть смерть — это последний экзамен, когда Кришна проверяет нас. And as we know, he says in 8.5, Antakale Chamamevasma Mutva Kalevaram. So if you remember me alone, then you come to my abode of this. There's no doubt. It has to be me alone. И Кришна говорит в Бхагавад-гите 8.5, что если ты помнишь в момент смерти только меня одного, тогда ты придешь ко мне в мою обитель. So it means as soon as there is some other relationship which is just as important or it may be more important to us than Krishna, we are not qualified to leave this world. We have to take another birth and finish off this more important business. И это означает, что если есть кто-то, кто для нас более дорог, чем Кришна, или так же дорог, как Кришна, то нам придется вернуться в этот мир еще раз родиться. Yes. So, and you know, we can also understand death is really the only thing in life which is 100% sure. И также можно понять, что смерть — это единственная вещь в мире, которая на 100% гарантирована. Yes. Anything else maybe will happen, maybe not, but death 100%. 100%. Все остальное в жизни может произойти, может не произойти, но смерть на 100% произойдет. Yes. So every single one of us here, sitting here, not sitting here, 100%. 100%. We will one day have to face this moment. Yeah. Для каждого из нас, кто здесь находится, в этой аудитории, для тех, кто здесь не находится, в какой-то момент придет время, и нам придется столкнуться. And sometimes it comes quicker than we think. Иногда это происходит даже быстрее, чем мы думаем. Yes, often even in young age, something happens and boom, life is finished. Часто даже бывает в молодом возрасте что-то происходит, и все кончено. Yes, so we just can't say when this moment comes. We don't know. И мы не можем точно сказать, когда придет этот момент. Мы этого не знаем. But even though it's 100% definite, still we keep ourselves in this illusion that it will never happen to us. Но несмотря на то, что есть 100% гарантия, что это произойдет, мы как-то продолжаем находиться в иллюзии, что со мной этого не случится. Yes, we are so expert in this denial. Мы очень искусно умеем все это отрицать. There's this story where Yamaraj is asking Yudhishthira Maharaj, what is the most amazing thing in this world? Есть история о том, как Ямараджа спросил Юдхиштхиру Махараджа, что является самым удивительным в этом мире. And Yudhishthira Maharaj answers, the most amazing thing is that every day we are surrounded by death. Юдхиштхира Махарадж ответил, самое удивительное то, что каждый день мы видим смерть вокруг нас. Yes, not only people die, but animals, insects, birds, everywhere. We are actually confronted with death all the time. Умирают не только люди, но и птицы, животные, насекомые. То есть мы видим смерть вокруг. But the most amazing thing is that those who stay behind, they think it will never happen to them. Но удивительное заключается в том, что те люди, которые пока еще живы, они считают, что со мной этого никогда не произойдет. Yeah, that was Yudhishthira Maharaj's answer. That's the most amazing thing. Это был ответ Юдхиштхира Махараджа. Он сказал, что вот это самая удивительная вещь. Yes, and I guess this is also really a whole thing of materialistic culture, that this death is so covered up and hidden. Это также часть материальной культуры. Смерть принято скрывать или прятать. Yes, like in countries like India, Bangladesh, Nepal, you're much more confronted with it. Например, в таких странах, как Индия, Бангладеш и Непал, мы чаще сталкиваемся с этим. I remember some 15 years ago, I took my mother to Nepal.
Лет 15 тому назад, я помню, привезла маму в Непал. So, and in Kathmandu there is this big river, Bahasmati River or something, or Vishnumati or something, some big river. И вот в Катманду есть большая река. So, and on the banks of the river there are these burning ghats where they burn the bodies. И как раз вот там на берегу реки есть вот эти хаты, где сжигают тела. So, and in a big city like Kathmandu, every day there's so many fires, so many people die, so many bodies are being burnt, you know. И в таком большом городе, как Катманду, каждый день умирает много людей, поэтому там постоянно жгут эти костры, сжигают мертвые тела. So, and this burning ghat is just where all the big temples are, you know. There's some big Shiva temple and famous temple, so it's in the whole touristy area there, you know. И как раз эти костры, вот эти хаты находятся в том самом месте, где очень много туристов. Там находятся храмы, храм Шивы и другие храмы. Yeah, so and the local devotees took me and my mother there and showed us the area there. Местные преданные отвели меня и мою маму туда и показали эту местность. So, and there was a few bodies being burned, you know. И в это время несколько тел там как раз сгорало. And already that blew my mother's mind, you know, how these bodies are, you know, piled up there and the relatives set fire to it and it smells all like burnt flesh, you know, like some barbecue or something. И, конечно, эта картина потрясла мою маму до глубины души. Там просто, вот эти мертвые тела свалены в кучу, там тут вокруг родственники стояли. Куча дров. Куча дров. Куча дров, и там много родственников стоят вокруг, и эти тела горят, и везде распространяется запах плоти, как барбекю, как шашлык. Yes, and it is even the tradition that the relatives have to arrange themselves. That's a whole part of the purifying thing, you know. И также дело в том, что родственники должны сами организовать весь этот процесс. Это также считается частью очистительной церемонии. Yes, like when a woman dies, her husband sets fire to her body. The husband. Когда умирает женщина, то ее тело должен поджечь ее муж. Yes, the same body who he was so attached to and who he enjoyed, he sets fire to it. Wow. То самое тело, к которому он был так привязан, с которым он так наслаждался, теперь он должен его сжечь. Yeah, I mean that gives you a few realizations in such an experience, you know. My God. И, конечно, такой опыт человеку дает очень много реализаций. Yes, and it's not even so easy to burn a body. А ведь сжечь тело не так-то просто. Yes, it's a whole thing to build up this pile of wood and, you know, and to light here and light there, and then the fire goes out and you have to light again, and it's a whole thing. It's a whole thing. It's an art to actually burn a body, you know. То есть, значит, нужно сначала дрова сложить определенным образом, там как-то, то есть это целое искусство, как кремировать тело. Yes, because the flesh, it's all wet, you know, it's all wet mass. It doesn't burn so easily, you know, so it's a whole headache actually, you know. Потому что плоть, она не так легко загорается, не так легко горит, она, там присутствует влага. В общем, это целое дело. Yes. So in any case, when I was standing there with my mother and we watched these bodies burning, I saw some blanket there behind one burning body. There was some army blanket there, you know, covering something. И вот, помню, мы стояли и смотрели, как, сгорает очередное тело, и я увидела, что там позади этого костра какое-то, типа, как покрывало одеяло, как будто бы что-то было закрыто. So I asked the devotees, what's this army blanket doing there? What's behind that blanket? И я тогда спросила у преданных, а там, что там за этим покрывалом? So they were saying there's already the next person waiting to leave his body, so he will be burned there. И мне сказали, а там следующий человек
he's still alive. Там человек, который еще жив, но он вот скоро умрет, и его потом тут сожгут. And I couldn't quite believe this, you know. Я просто не могла в это поверить. So I thought I have to go and have a look if this is true. Я подумала, надо пойти посмотреть, правда ли это. So I went there and I moved the blanket a bit and I had a peek what's there behind, you know. Я подошла, отодвинула это покрывало, заглянула внутрь. So indeed, there was an old man lying there, and all his relatives were around him. Some were crying, some were praying, whatever. And he was waiting to leave his body. Right there, where next to him the flesh of another body was already burning. И действительно, там лежал пожилой человек, умирающий. Вокруг него были родственники, некоторые молились, некоторые плакали, там еще что-то. И то есть фактически он лежал там и ждал смерти, и вот фактически рядом с костром, где сжигали. Yes, and my mother, she was completely blown out. My God, you know. Для моей мамы это был просто взрыв мозга. Yes, because I mean in Germany, you know, you hide death as much as possible. You know, you pretend it doesn't exist. Просто дело в том, что в Германии смерть скрывают как могут, то есть они там делают вид, что смерти не существует. Yes, yes, and the bodies are being burned in the crematorium. You can't even get there. Hard to get the ashes. Oh, it's a whole trip. It's illegal for them to give you the ashes, you know. Там в Германии мертвые тела сжигают в крематории, туда никого особо не пускают. Более того, даже если вы хотите получить прах, ну, вот у сожженного родственника, то это целое дело, это в принципе считается незаконно, чтобы отдавать вам этот прах. But then in a country like Nepal, they deal with death in a very different way. Но в такой стране, как Непал, совершенно другой подход к этому. Yes, so I mean that was a real blow to my mother's mind, that whole visit to Nepal. Так что этот визит в Непал для моей мамы был просто как взрыв мозга. Yes. Yeah, so I mean, you know, it's also a cultural thing that in materialistic culture where the goal of life is only to enjoy, we really hide death like anything, you know. В материальной культуре, где цель жизни — это наслаждение, естественно, такие вещи будут скрываться как только можно. Yes, and even children, they're not supposed to get confronted with death, or they should not go to a funeral or something. Oh, how can a child experience this? You know, that's the attitude. But no, children, they can digest this the easiest usually, you know. И также они считают, что дети, нельзя, чтобы дети приходили на похорон, потому что это будет для них большим потрясением. Но на самом деле нет. Дети как раз гораздо легче могут все это принять. Yeah, so children from young age, they should be confronted with this and understand death is part of life, you know. С самого юного возраста дети должны понимать, что это также часть жизни. Yes. Yeah, so I mean that's the thing, because we are in such denial. That's why when death is knocking on our door, then so unexpected. Who would have ever expected this to happen? Мы настолько отрицаем эту часть жизни, что в тот момент, когда смерть стучится к нам в дверь, это застает нас врасплох. Yes, but why unexpected? No, it has to be expected at any time. Но почему же это для нас является такой неожиданностью? Мы на самом деле должны этого ожидать в любой момент. Yes, Krishna is giving us so many warnings all the time. Кришна постоянно нас предупреждает об этом. But we are just so expert to ignore them. Но мы очень искусно игнорируем эти предупреждения. And because we keep ourselves in such illusion, that's why it's all of a sudden so unexpected. И именно из-за того, что мы находимся, поддерживаем в себе эту иллюзию, поэтому для нас это становится неожиданностью. And sometimes, you know, I have seen even devotees also being caught by this big surprise. Oh, I would have never thought that this would happen to me or my wife or my husband or something. Иногда вижу, что преданные тоже, преданных это тоже застает врасплох, и они говорят, что никогда не думал, что это произойдет со мной или с моей женой. Yeah, so just by joining ИСККОН and being initiated doesn't mean we actually do this internal work of confronting ourselves with this topic.
Если мы просто пришли в ИСККОН и, допустим, получили инициацию, это еще не значит, что мы уже начали глубоко изучать эту тему и проводить внутреннюю работу. Yeah, so even as a devotee, we can maintain this whole denial and ignoring the fact completely and pretending it's not there. Even as devotees, very nicely we can do it. Даже будучи преданными, мы можем продолжать отрицать эту тему и делать вид, что к нам это не относится. Yes. I mean, that's one reason why I'm so grateful about these 2 times of cancer experience, because that really shook me up, you know? Yes. Именно поэтому я испытываю благодарность за эти 2 случая заболевания раком, потому что это то, что действительно как-то мне помогло мне. Especially first time, 12 years ago, you know? Особенно тот случай, который произошел 12 лет назад. It really changed my whole spiritual practice, actually. И этот случай полностью изменил мою духовную практику. Yeah, because I realized, wow, you know, all my big successes and doing this and running here and there, at the moment of death, no importance, no significance. Я поняла, что весь этот мой огромный успех и вся моя беготня в момент смерти не будут иметь никакого значения. Yes, all you're allowed to keep is my relationship with Krishna. That's it, nothing else. Единственное, что мне позволит сохранить, это мои взаимоотношения с Кришной. Yes. Это все. So it's a very sobering experience if we stand a little closer to the edge there, you know. Yeah, very sobering. Это очень отрезвляющий опыт, когда мы вот так приближаемся к краю. Yeah, I remember a couple of years ago, Narendra Swami was sharing one little story at the Bhakti Sangam Festival. Помню, пару лет назад Ниранджана с вами делился одной историей на фестивале Бхакти Сангам. Yes, he was sharing in a lecture how he did some medical routine checkup. Он рассказывал о том, как он пошел к врачу, проходил там какую-то плановую проверку. And then the doctors found something. И врачи у него что-то там обнаружили. And they said, oh, we have to examine this. И они сказали, так, тут нужно это дополнительно исследовать. This could be cancer. Это может быть рак. And they took some biopsy there, you know? И они сделали биопсию. So now, of course, it was not cancer. Конечно, это не был рак. Yeah, we don't want to spread the rumors that he had cancer or something. No, it was not cancer. Мы не хотим распространять сплетни, это не был рак. Yes, but he had to wait for 10 days for the results of the examinations there. Но результатов этого обследования ему пришлось ждать 10 дней. And he was laughingly sharing. He was saying, oh, in these 10 days, I probably chanted the best rounds I've ever chanted in my life, he was saying. Were you there? И он потом поделился, сказав, что за эти 10 дней я читал свои круги настолько хорошо, как никогда раньше. Yes, yeah. I was really, I was, charmed how he shared this, you know. I thought it was very sweet. Я была просто очарована тем, как он об этом рассказывал. Yes, and he was describing how it just makes a whole shift to your consciousness that you think, okay, this might be it. You know? И он объяснил, как меняется сознание, когда ты начинаешь понимать, что, ну все, это может быть это конец. Yes, so I mean, this is quite a wake-up call, you know, to be in such a situation, you know. То есть это такое довольно-таки отрезвляющее, пробуждающее событие. Yeah, so in any case, you know, the more we confront ourselves with this, the more we get realizations and insights, and the more we can actually prepare, and we lose our fear at the same time. You know? И чем больше мы с этим сталкиваемся, чем больше получаем осознаний, тем больше мы освобождаемся, имеем возможность подготовиться и избавляемся от страха. Sorry, it was a bit long. Yeah, so and we can see death to be like a mysterious transformation, actually. Также мы можем видеть, что смерть — это как такая мистическая трансформация. Yes, yes.
just like a caterpillar transforms into a butterfly. Подобно тому, как гусеница трансформируется в бабочку. So this is quite a mysterious process actually, how the same soul just transforms and then leaves behind some empty caterpillar shell and flies off as a butterfly. My God, you know? Это действительно очень такой потрясающий процесс мистический, как живое существо меняет тело, то есть как оно оставляет позади вот эту, ну как это свое тело гусеницы, да, и оттуда выпархивает бабочка. Yeah, so that's basically what happens, that the soul moves to the next gross body on the subtle body of mind, intelligence, and false ego. That subtle body takes the soul to the next gross body. Дело в том, что тонкое тело, оно переносит душу в следующее грубое тело, физическое тело. Yes. So, and this transformation only stops going on when the subtle body of mind, intelligence, false ego is completely spiritualized and transformed. И эта трансформация, то есть эта смена тел прекращается только тогда, когда тонкое тело полностью одухотворяется и трансформируется в духовное. Yes, then we can get out of here. No more material body. Тогда мы можем уйти из материального мира и больше не получать материальные тела. On Monday evening we will get back to that point, what it actually means to transform the mind, intelligence and false ego. В понедельник вечером мы вернемся к этой теме, что это значит трансформировать ум, разум и ложное эго. Yes, we will park this for Monday evening. Так что мы пока отложим эту тему до вечера понедельника. Also the process of death we can compare to what plants or animals go through in the winter season, actually. Также процесс смерти можно сравнить с тем, что происходит с растениями и животными зимой. Yes, like certain animals, like snakes or hedgehogs, you know, with the little spikes there, with the needles. In winter, they hibernate. They go somewhere and hide, and they go in some deep sleep. Например, зимой некоторые животные, такие как змеи, ежи, они впадают в спячку. Они где-то прячутся себе тихонько и спят. Yeah, this is also a mysterious thing actually, how a living entity can survive for 4 or 5 months without eating, drinking. Это также очень удивительная мистическая вещь, как живое существо может выжить 4 или 5 месяцев, находясь без воды и еды. Yes, and they're simply in some unconscious sleeping state. Они находятся в каком-то бессознательном состоянии во сне. So, and then when it gets warm, springtime comes, they come back to life and they start all over their activities again. А потом приходит весна, они возвращаются к жизни и опять начинают заниматься своими делами. So, all right, they stay in the same body, they don't change the bodies. Но они остаются в том же теле, они не меняют тела. But actually what we experience at death is like this unconscious state of sleep, this unconscious inactive state. Но вот когда приходит смерть к нам, то мы, подобно этому тоже мы испытываем такое состояние бессознательное и неактивное. So, and then instead of the spring bringing the hedgehog back to life, we start all over in a new body. Similar thing. Подобно тому, как с приходом весны ежик просыпается, так и мы, когда получаем новое тело, мы опять возвращаемся к жизни. Yes, so death is simply an inert stage where we are inert, where we sleep. Смерть — это просто такое инертное состояние, когда мы просто спим. Yes, and we stop our activities for some time. И на какое-то время мы прекращаем свою деятельность. So, and then we start all over again in a new body, all bewildered. И затем в новом теле мы начинаем все сначала. Yes, like little kids, completely bewildered, don't know what's happening. Как, например, маленькие дети, они полностью сбиты с толку, они не знают, что происходит.
Yes, and then as the child grows up, there's more and more consciousness and awareness coming, you know. И по мере того, как ребенок подрастает, он становится более осознанным и больше понимает, что происходит. And I mean a similar thing we can also see in winter season with the plants, with trees, for example, or rose bushes. Похожие вещи происходят зимой, например, с растениями, например, с деревьями, розовыми кустами. Yeah, so the trees, they drop all their leaves, they look like they're dead. Листья сбрасывают, деревья сбрасывают свои листья, и кажется, что они мертвы. Yes, and the life force is withdrawn, most likely into the roots, I suppose, because there it's a little warmer, you know. И жизненная сила из них уходит. Скорее всего, она уходит в корни, потому что там немного теплее. Yes, and there's no activity happening. И никакой активности. И в этом теле никакой активности не происходит. No growth, no flowers, no fruits, nothing. Looks dead. Ничего не растет, нет никаких там цветов, никаких плодов. Все выглядит безжизненно. So and then springtime comes back to life. А весной все возвращается к жизни. So we can compare these phenomena, you know, with dying, with the process of dying. И этот феномен можно сравнить с процессом умирания. Yeah, so it's not such a big deal actually. И ничего в этом такого большого сверхогромного нет. Yes, we understand what is happening. It is not so horrifying. То есть, когда мы понимаем, что же все-таки на самом деле происходит, то мы тогда уже не так сильно беспокоимся. Yes, I mean, I'm almost a little curious, you know, to see what will it be like. Мы начинаем думать, мне даже интересно увидеть, как это все будет происходить. Yes, curious. I'm curious. Мне интересно, любопытно. Interesting. Curious. Yes, so, you know, we can see things with different eyes, you know, and from different angles. It can be a question of curiosity. Мы можем посмотреть на эти вещи другими глазами, под другим углом зрения, и это может даже вызвать наше любопытство. Yes. Let us read some quotes here. Так, прочитаем цитаты. 10:13:58. Шримад Бхагаватам 10:13:58. Господь Брахма постепенно пришел в чувство. Он поднялся, словно мертвец, вернувшийся к жизни. С большим трудом открыв глаза, он увидел Вселенную и самого себя. Комментарий. На самом деле мы не умираем. Смерть всего лишь означает, что мы какое-то время пребываем в бездействии, как во сне. Ночью, когда мы спим, вся наша деятельность прекращается. Но как только мы просыпаемся, к нам сразу возвращается память, и мы думаем, где это я, что мне нужно делать. Это называется субтотхита ньяя. Представим себе, что мы умерли. Умерли означает, что мы на какое-то время перестаем действовать, а затем вновь возвращаемся к деятельности. Это происходит жизнь за жизнью в соответствии с нашей кармой, то есть поступками, и свабхавой, природой, которую мы приобретаем в процессе общения. Если сейчас, родившись людьми, мы должным образом подготовим себя, встав на духовный путь, то вернемся к своей истинной жизни и достигнем совершенства. So, that's what we just discussed. Это как раз то, о чем мы говорили. So, not such a terrible thing. Ничего ужасного. We've done it so many times already, so many times. И мы уже много раз это делали. Yes, we just don't remember. Просто мы не помним. Yes. Let's read the next one, 2:13, Bhagavad Gita. Бхагавад-гита 2:13. So that's the Inus Vinyatari. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Yeah, so I mean, as you know, as devotees, we have to come to this point where we are sober and we are not bewildered by this, you know. И мы, как преданные, тоже должны прийти в такое состояние, чтобы мы трезво на это смотрели, и чтобы нас это не смущало. Yes. All right. Also, we don't want to provoke it, you know, and
bring about an untimely death. We also don't want to do that. Конечно, также мы не должны провоцировать эту смерть и не должны, то есть провоцировать какую-то преждевременную смерть. We don't want to act foolish and say, "Oh, I'm not afraid of death" or something. That's foolishness. Также не нужно действовать глупо и говорить, что я смерти не боюсь. Нет, это просто неразумная вещь. Yeah, so as we said this morning, it's our duty to maintain the body nicely so we can get purified and we can serve. Как мы уже говорили утром, это наша задача, наш долг поддерживать свое тело для того, чтобы мы могли продолжать совершать деятельность, которая нас очищает. Yes, but if we practice sincerely, then we will come to this point where we lose this vision of death being something horrifying. Если же мы искренне практикуем, то тогда у нас уйдет это видение, что смерть это нечто ужасное. Yes, read the next one, 2:22. Бхагавад-гита 2:22. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Yes, I mean this is also a very nice analogy. It's just like giving up the old clothes, the old pair of pants or the old sari. All right, old and useless. Let's throw it out and get a new set. Это очень хорошая аналогия. Это все равно, что мы выбрасываем старую одежду, старые брюки или старое сари и приобретаем новое. Yes. Next one is also a nice analogy. Следующая цитата тоже очень хорошая аналогия. Шримад Бхагаватам 10:20-37. Вода убывала с каждым днем, но рыбы, не осознавая этого, беззаботно плавали в ней. Точно так же глупые семейные люди не замечают, как с каждым днем сокращается срок их жизни. Комментарий. После сезона дождей вода постепенно убывает, но глупые рыбы не понимают этого. В результате отступающая вода иногда оставляет их биться на берегах рек и озер. Подобно этому люди, поглощенные семейной жизнью, не понимают, что с каждым днем жить им остается все меньше и меньше. Упустив шанс обрести сознание Кришны, они, словно рыбы, выброшенные на берег, бьются в круговороте рождения и смерти. Actually, this analogy you see a lot in Bangladesh. На самом деле, эту аналогию можно часто увидеть в Бангладеше. Yes, because there so often the areas get flooded, and then there's the fish. You know, Bangladesh has so many water arms, so many side arms of the Ganges, so there's a lot of fish in the waters and the rivers. И там очень много различных притоков, каналов, притоков реки, и там очень много водится рыбы. So when the raining season comes, it's all flooded. В сезон дождей реки выходят из берегов. So and then the fish swim everywhere out of their rivers. They swim in the flooded area. И рыба начинает плавать, в общем, там, где обычная суша, то есть в этой воде, где. So and then gradually the water goes down and the fish gets stuck in the mud. И потом постепенно вода начинает спадать, и рыба там застревает в грязи. Yes, this is a real Bengali thing, you know. Это действительно бенгальская аналогия. Yes, and then you can see the children, they go in the mud and they catch the fish, which gets stuck there. They can't escape, you know. И тогда приходят дети, и они ловят эту рыбу, которая там где-то в грязи застряла, рыба не может уплыть. Yeah, so Prabhupada makes this analogy. This is like the foolish, the foolish family man not realizing the water goes down, we're going to be stuck in the mud of death. И тут Прабхупада объясняет, что он проводит аналогию с неразумными семейными людьми, которые не видят, что вода убывает, и что они тоже могут сейчас застрять в этой грязи. Don't blow it on me, please. I don't like it. I easily get sick if it blows too much. You know? I'd rather have this little one. It's better for me. Yeah. So anyway,
that's how the the personal material existence is, just ignorant, thinking, oh yes, I can swim around, I can enjoy life, and doesn't realize water's getting down, we're gonna get trapped in death. Так ведет себя материалист, он думает, что вот, я сейчас буду наслаждаться, все хорошо, но он не замечает, что вода, уровень воды понижается, и что он там застрянет, и что придет смерть. Yes. So read the last one. Шримад Бхагаватам 4, 29, 66. Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Yes, so that's how it works, that depending on the composition of the mind and also intelligence for the ego, that determines our next existence. Это так работает. В зависимости от состояния нашего ума, также разума и ложного эго, определяется наше будущее существование. Yes, so even from the present person's mental composition, we can already kind of understand what is his future existence and what was his past existence. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Yes, so and therefore, if we completely spiritualize the subtle body, then we can go back home back together. И если мы полностью сможем одухотворить наше тонкое тело, тогда мы вернемся обратно к Богу. Yeah, so not so easy, we have to prepare. It's actually a lot of internal work to really transform the mind, intelligence and false ego. Это не так-то легко, и требуется очень большая работа, чтобы трансформировать ложный эго, ум и разум. Yeah, we cannot think that, oh yeah, now I'm young, let me enjoy, and then when I'm old, then I get serious. No, then it might be too late. И не следует думать, что сейчас я молод или молода, и мне нужно наслаждаться, а вот уже в старости я буду что-то делать, буду меняться. Но нет, это может быть слишком поздно. Yes, we might not have enough time to do this whole transformational work. Нам может не хватить времени на всю эту работу, всю эту трансформацию. And as we said already, we have to remember Krishna alone. И как мы уже говорили раньше, нам необходимо помнить только о Кришне. And also we know the verse Savasya Mudisani Visto Matam Smitigyana Mapunam Cha. So where Krishna says, I'm seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge and forgetfulness. It comes from Krishna actually. И также мы знаем этот стих, где Кришна говорит: «Я нахожусь в сердце каждого живого существа, и из меня исходит память, знание и забвение». So it's actually not in our control whether we remember Krishna or not at the moment of death. Поэтому на самом деле мы даже не можем контролировать этот момент, будем ли мы помнить о Кришне в момент смерти или не будем. Actually, it's up to Krishna. Это решает Кришна. Krishna has to agree to appear within our mind. Нужно еще, чтобы Кришна согласился проявиться в нашем уме. So according to how sincerely we serve Him and how much we develop our relationship with Him, He will appear or He may not appear on our mind. В зависимости от того, насколько искренне мы служили Ему, насколько у нас развились с Ним взаимоотношения, Кришна может появиться в нашем сердце, а может и не появиться. Yes, I remember when I was just a new devotee, I had to do some minor little surgery. Я помню, когда я была еще молодой преданной, мне пришлось, мне должны были сделать какую-то небольшую операцию. Yes, and I had to get some full anesthesia. И, соответственно, сделали анестезию. So I was thinking, okay, let's make this an experiment. I will remember Krishna at that moment when I fall unconscious. И я подумала, надо провести эксперимент. Я подумала, я буду помнить о Кришне, когда, в тот момент, когда, потеряю сознание. So I had that firm intention,
You У know? меня было твердое намерение. So, but then I didn't remember Krishna. Но я не могла помнить о Кришне. Yes, and afterwards, when I woke up again, I was shocked. I was thinking, wow, you know, even in such a relaxed situation where you know, okay, some little surgery, now I will get, you know, unconscious. Even in such a situation, not so easy to remember Krishna. I was impressed. И потом я была потрясена. Я поняла, что даже в такой, казалось бы, несложной ситуации, то есть, я знала, что операция простая, там просто мне нужно побыть, я вынуждена быть без сознания какое-то время, но даже в такой расслабленной ситуации я не могла помнить о Кришне. Yeah, that was my first realization. Obviously not so easy to remember Krishna. Это было мое первое такое осознание, что, очевидно, помнить о Кришне не так-то и просто. Yes, and then we have other examples. In Nikolaev we have Surabhi Mataji, maybe some of you know her. И есть еще другой пример. В Николаеве есть Сурабхи Матаджи, Anybody know Surabhi? Возможно, вы ее Yeah, знаете. she's doing some magic treatments there with her hands and so on. Она лечит руками. So, and some years ago she had some insult. Несколько лет тому назад у нее был и инсульт. And it was on her left brain side, which means right side was paralyzed. Значит, это инсульт, значит, это было с левой стороны мозга, соответственно, была правая сторона тела парализована. And whenever right side is paralyzed, you usually lose your memory and speech also. Когда у человека поражена правая сторона тела, обычно он также, у него утрачивается память, он теряет память и речь. So for some time she could not remember anything. И какое-то время она ничего не помнила. Her whole memory was like deleted. Такое впечатление, что память была полностью удалена. She didn't even know her name or in which country she was, nothing. Она не помнила ни своего имени, ни из какой она страны. And she couldn't say a single word, nothing. Не могла произнести ни слова. All the Russian language was deleted. Русский язык был полностью удален у нее. Yes, so now the brain works like that it has quite a strong regeneration force. It can regenerate itself, you know. Однако у ума есть очень сильная функция Brain, регенерации. not mind, brain. Мозг. Мозг. Yes. Мозг умеет регенерироваться, восстанавливать. Yes, actually a major part of the brain is not even used. It's just there as reserve. Большую часть нашего мозга мы даже не используем, он там как резерв сидит. Yes, because it's so important, you know, Krishna puts quite a bit of reserve there, you know. Кришна, знаю, как это важно, Кришна там нам дал большой резерв. Yes, so if some parts are damaged, some other parts can take that function. You know? Если какая-то часть мозга повреждена, то другая часть может взять на себя его функцию. Yeah, so for some time she could not say a word and she could not remember anything. Какое-то время она не могла произнести ни слова и ничего не помнила. So, but then gradually everything came back. Но постепенно к ней все вернулось. And I was sometimes going to her for treatments. Я иногда приезжала к ней лечиться. So after her insult, I met her and I asked her, so what was it like? What feeling was it when you could not even remember who you are and your name and nothing? You could not say a word. What feeling was it? И I was curious. как-то раз я у нее спросила, а как это чувствовалось, когда вы не могли ничего сказать и ничего не помнить? Мне просто было интересно это ощущение. Yes, and she said actually it was pretty special. Она сказала, это было довольно особое ощущение. And she said, yeah, it was amazing. It was like completely blank. Everything was blank. Это было очень поразительно. Такое впечатление, что просто как пустота. Yes, pustota. And she said, I couldn't remember anything, but I only remembered one thing. Я ничего не помнила, кроме одной вещи. And what do you think what that was? Как вы думаете, что это? Mahamantra. Махамантра. Yes. And she said, Mahamantra I could remember.
And just within my mind, I was just chanting the Maha Mantra, and I knew everything would be all right. И я просто в уме повторяла, она сказала, что я в уме просто повторяла Махамантру, я больше ничего не помнила, кроме нее, и я знала, что все будет хорошо. Yes, that made me peaceful, and I knew everything would be fine. И это меня умиротворяло, и я знала, что все будет в порядке. I mean, this is pretty amazing, you know, how a person forgets everything, even their name. But the Maha Mantra, Krishna allowed her to remember the Maha Mantra. Это потрясающе, как человек забывает все, даже собственное имя, но помнит Махамантру. То есть Кришна позволил ей помнить Махамантру. Everything else was gone except the Maha Mantra. And the full Maha Mantra, not only Krishna or something, but the full Maha Mantra. Все остальное ушло, осталось только Махамантра. Причем не только имя Кришны, но полный текст Махамантры. I mean, that's obviously Krishna, you know, obviously, you know, you can't deny it. Совершенно очевидно, что это был Кришна, и этого нельзя отрицать. Yes. And I mean, I know another example with Mother Isha, you know, the Prabhupada disciple Isha. И есть еще один пример, связанный с матушкой Ишей. Это, вы ее знаете, наверное, это ученица Прабхупады. Yes, she left her body some years ago. Она оставила тело несколько лет And назад. she had same situation, also this insult. У нее была такая же ситуация, тоже инсульт. And also everything was gone. И тоже она забыла все. And same thing. The only thing she remembered was the Maha Mantra. Помнила она только Махамантру. But nothing else came back. You know? И, в принципе, к ней не вернулась память. Everything else remained gone. Оно так и осталось где-то в забвении. Yeah, so and unfortunately she ended up in a non-devotee nursing home. К сожалению, в конце концов, она оказалась в доме престарелых для непреданных. Yes, because she needed full-time care. Потому что она, ей необходим был постоянный уход. Yes, and she didn't have any family members or something, so she was in a nursing home. У нее не было никого из родственников, поэтому ее поместили в дом престарелых. Yes, and actually Niranjan Maharaj, he knew her pretty well because she was in Boston when he joined there as a young bhakta. Ниранджан Махарадж хорошо ее знал, потому что она как раз была в Бостоне, когда он присоединился к движению, будучи молодым бхактой. Yes, and she was like the mother of the Boston temple. She took care of everybody there. Она там была как мама бостонского храма, она обо всех заботилась. Yeah, so when Maharaj heard that she was in a nursing home, he actually did this whole trouble of traveling there a few hours and visiting her. You know? И когда Махарадж узнал, что она в этом доме престарелых, то он проделал весь этот путь туда, чтобы ее навестить. Yes, because he felt actually so pained that, you know, his god sister ended up in some nursing home there. Он чувствовал такую боль, что его духовная сестра оказалась в доме престарелых. So he was traveling there for quite a few hours, and when he came there, she didn't even recognize him. И вот несколько часов он туда ехал, когда он прибыл, она его не узнала. Yes, all she was doing was just singing Maha Mantra through the whole nursing home. You know? И единственное, что она там делала, она просто пела Махамантру на весь этот дом престарелых. All the nurses knew her by, the lady who does the Hare Krishna singing, you know, they all knew her. И все медсестры ее знали, они говорили, это да, та леди, которая поет Харе Кришна. Yes, so Maharaj went there and tried to greet her, Hare Krishna Mataji, you remember me, Niranjan, you know, but she didn't remember anything, you know. И Махарадж подошел к ней, он поздоровался, он сказал, Харе Кришна, Матаджи, помните ли вы меня, я Ниранджана, но она не вспомнила. Yes, so and then he was a little disappointed. He traveled so many hours to visit her, and then she didn't even recognize him. You know? И сначала он был разочарован, ведь он столько времени потратил на то, чтобы туда приехать, добраться, но она даже не узнавала его. But then he thought,
at least she remembers the Maha Mantra. That's the most important thing. You know, to remember me is not important, but at least she remembers the Maha Mantra. И потом он подумал, но ведь она помнит Махамантру, это самое главное. Помнить меня это не так важно. Важнее помнить Махамантру. Yes, and he also had that realization. Yes, Krishna allowed her to remember the Maha Mantra, nothing else, nothing else. И у него также была эта реализация, что Кришна позволил ей запомнить именно Махамантру и больше ничего. And we can even see it as Krishna's divine mercy that he relieves us of all nonsense. И мы можем смотреть на это. Me alone, yes. Можем смотреть на это как на милость, особую милость Кришны, что он He relieves her from all nonsense. что он освобождает нас от всякой ерунды. Yes, and he arranges that she will remember him alone, only the Maha Mantra. И что Кришна устраивает так, что мы помним только его одного, только Махамантру. Yes, so sometimes, you know, what we see as some big calamity, Krishna, why is Krishna doing this or that? Actually, it's just Krishna joking a little bit. Okay, let this person have some insult and that person some accident and this, it's just Krishna's jokes, how he gives us a chance to leave our body, actually, И то, что мы считаем каким-то великой трагедией, это на самом деле игры Кришны, шутка Кришны. То есть, кому-то Кришна посылает инсульт, кому-то другую какую-то аварию, но несчастный случай. Но это просто Кришна устраивает, чтобы человек мог вернуться обратно к Богу. Yes, but we think, it's so terrible. Ужасно. Но мы думаем, что это ужасно. But it's just Krishna joking a little bit. Но просто это, на самом деле Кришна просто шутит. Yes, but because we identify so much with the body, that's why we think it's so terrible. Но из-за того, что мы себя отождествляем с этим телом, нам кажется, что это ужасно. Yeah, so in any case, this remembrance of Krishna, it's not in our hands. It's not in our hands. Но в любом случае способность помнить Кришну это не в наших руках, не в нашей власти. Actually, it is even said that before a person leaves, you see your whole life like a fast-forwarded movie. И еще говорится, что перед самой смертью у человека вся его жизнь проходит перед глазами, как фильм такой на fast forward, на большой скорости. Yes, all your activities. Все ваши действия, все, что вы сделали. Yes, so as devotee, if we had all nice, joyful experiences of serving at festivals, at kirtan, so then we will see that movie, И если среди нашей деятельности, как преданных, у нас было служение, фестивали, киртаны, то мы тогда увидим это кино. But then a person who engages in all kinds of sinful activities, they will see that movie. Но человек, который занимался разного рода греховной деятельностью, он увидит это. Yes, all kinds of envious, inimical dealings and fightings and intrigues. So that will be the movie we will see then. Зависть, интриги, сражения, какие-то вражда. Он тогда увидит именно такое кино. Yes, but to remember Krishna, that's up to him. He has to appear on the level of our mind. Но для того, чтобы мы могли помнить Кришну, нужно, чтобы Кришна появился в нашем уме. Anything about that? Есть ли какие-то points for discussion, questions? Вопросы? Okay, well, I do want to go on a little bit longer. Итак, я хочу продолжить дальше. Yes. A few more examples from Shastra and life in ISKCON. Еще несколько примеров из шастр и из жизни преданных ИСККОН. Which exemplify this point that according to our consciousness at the moment of death, that determines our next existence.
Примеры, которые объясняют, утверждают, что какое состояние сознания у нас есть в момент смерти, того мы достигаем в следующей жизни. Yeah, so of course Bharat Maharaj is a very famous example, you know, Известный пример — это Бхарата Махарадж. that even though he was on the level of Bhava, Хотя он находился на уровне Бхавы, but still even on that level, our transcendental emotions can be transformed back into a material attachment. даже на этом уровне трансцендентные эмоции могут трансформироваться в материальные привязанности. That should be a big warning to us. И это для нас должно быть большим предупреждением. Yes, that was his story, that he got so attached to this deer. You know? И вот произошла эта история, что он очень сильно привязался к олененку. It wasn't even a woman, it was a deer. Даже не к женщине, а к олененку. Yes, and I mean, deers are very charming and cute, you know? Да, олени, конечно, очень очаровательные, очень милые. Yes, but he got so attached. Но он очень сильно привязался. When you read that in the Bhagavatam, you think he got a little cuckoo, you know, a little mad, you know? И когда вы читаете об этом в Бхагаватам, то вам кажется, что он немножко был не в себе. Yes, how he keeps the deer at night on his chest and embraces the deer and kisses the deer. Oh my God, you know, you think, my God, you know, what's happening? Что это такое, you know? Там описывается, что он этого олененка ночью, он его обнимал, и он его целовал. И ты когда это читаешь, думаешь, Боже мой, что это? Yes, and it all started with high spiritual intentions. Но все это начиналось с очень высокодуховных намерений. He saw this baby deer there who lost his mother, and he felt some compassion, and he felt he has to give shelter to that deer. That's how it all started. Он увидел маленького олененка, который потерял свою маму, и почувствовал сострадание к нему, и решил просто помочь ему, дать ему убежище. So it's a good devotee care story. Это хорошая история на тему заботы о преданных. Yes, and it makes that point that you cannot give shelter to others if you are not sheltered yourself. И, кстати, это также означает, что вы не можете давать прибежище другим, если сами не имеете прибежища. Because that was his problem. Bharat Maharaj didn't have a curator, a mentor. Потому что в этом была его проблема. Бхарата Махарадж, у него не было наставника. Yes, that was his problem. Even on the level of Bhava, you need a curator. Даже на уровне Бхавы человеку необходим наставник. Yes, because even on that level, you can get into the situation where your practice becomes imbalanced. Потому что даже на этом уровне вы можете попасть в такую ситуацию, что ваша практика будет не сбалансированной. Yes. Выйдет из And равновесия. he didn't have a mentor who would tap him on the shoulder and say, hey, just let the deer be deer and get back to your sadhana, you know? И рядом с ним не было духовного наставника, который смог бы похлопать его по плечу и сказать: уже оставь ты оленя в покое, пусть он себе живет, а ты занимайся своей саданой. Yes, yes. He didn't have anybody to tell him, you're getting carried away. И не было никого, кто мог бы сказать ему, что, похоже, тебя занесло. You're getting off the track. Ты сбился с пути. So, and then at the moment of his death, all he could think is of the deer, and that's why he took a life as a deer. Поэтому в момент смерти он мог думать только об олене, и, следовательно, в следующей жизни получил тело оленя. Yeah, so I mean, this is a powerful warning to us, even on the level of Bhava. You know, spiritual practice is a razor's edge. И это очень суровое, такое строгое предупреждение для нас, что даже на уровне Бхавы такие вещи могут произойти. Yes, and of course he was a special deer. Конечно, он был особенным оленем. Yes, and he remembered so many things from his previous life. Он многое помнил из своей прошлой жизни. And when he took birth, he left his mother deer and went to some, was it Badvik ashram or some ashram, where he could hear the discussions of the sadhus.
И когда он родился в теле оленя, он ушел от своей мамы оленихи и направился в ашрам, там, где он мог слушать беседы садху. Yes. And it also, Prabhupada describes how Bharat as a deer, he was strongly lamenting and repenting. И также Прабхупада объясняет, что уже находясь в теле оленя, Бхарата Махараджа очень сильно раскаивался и скорбел. Yes, and that purified him, from all the last traces of material conditioning. И это очистило его от последних каких-то элементов материальной обусловленности. Yeah, so Bharat Maharaj is a powerful example, that we have to be very careful. Бхарата Махарадж является очень сильным примером того, насколько нужно быть осторожными. Yes, and that we have to have shelter ourselves, otherwise we cannot give shelter to others. И также показывает то, что нам самим необходимо иметь прибежище, иначе мы не сможем дать прибежище никому другому. Yes, and then we also have the famous story of Raghava Das. И также у нас есть эта известная история Рагхавы Даса. Yeah, you know the story of Raghava Das? Вы знаете историю Рагхавы Даса? One of my favorite stories. Это одна из моих любимых историй. It's maybe a while ago that I told it in Harkov. It's a while ago that I told it in Harkov, so maybe you don't know. Очень давно рассказывала ее в Харькове, поэтому... All right, let me quickly tell you Raghava's story. Сейчас я вам расскажу историю Рагхавы. He was a Prabhupada disciple in London, British body. Это был ученик Прабхупады, он жил в Лондоне, в теле британца. And he was a brahmachari. Он был брамачари. And he was a book distributor. Распространял книги. And one day he died in a car accident. И однажды он умер в автокатастрофе. Yes, probably after a marathon on the way back to the temple. Drivers are getting sleepy and then often there's accidents, so he left his body. Возможно, это было после марафона, когда он ехал на машине обратно в храм, и он оставил тело. Водитель заснул. Он, возможно, водитель заснул за рулем. I mean, I don't know the details, but this is often how it happens. Я деталей не знаю, но вот произошло. Обычно так и происходит. It happened like that, did it? Yes. So, and then the devotees, of course, they were all disturbed. Oh, Raghava Prabhu left his body. And they wrote a message to Prabhupada, a letter. И, естественно, преданные очень стали сильно беспокоиться, о Рагхава Прабху оставил тело, они написали Прабхупаде. So, and Prabhupada, of course, has completely spiritual vision. И у Прабхупады было полностью духовное видение. He was not disturbed. Он не был обеспокоен. He just said, that's okay, he will continue in his next life. That's what he said. There's still, the letter is still there in the archives, you can find it. И Прабхупада сказал, ничего страшного, он продолжит в следующей жизни. И это письмо, кстати, до сих пор сохранилось в архивах, его можно найти. So, and then it happened so that the same soul which was in Raghava Das's body took birth in an Indian Mathaji's body. И потом получилось так, что душа, которая раньше находилась в теле Рагхавы Даса, приняла рождение в теле Матаджи индуски. Yes. Through astrology, you can prove this, that it is the same soul. При помощи астрологии можно это доказать, что это та же самая душа. Yes, if you Google Raghava and Ratnavali, that's her name today, you will get the whole story. И если вы в Гугле поищите Рагхава и Ратнавали это имя этой женщины, то вы найдете всю историю полностью. Yes, but please don't do it now. You can. Не делайте, пожалуйста, этого сейчас. So, and Ratnavali, already at young age, she had this strong attraction to Krishna consciousness. И уже в юном возрасте Ратнавали очень привлеклась сознанием Кришны. And she took birth in a devotee family. Она родилась в семье преданных. And she's initiated by His Holiness Bhakti Swami Maharaj. И сейчас она инициированная ученица Бхакти, его святейшества Бхакти Чару с вами. Yes. So, and in her dreams, she often sees things which she experienced in her previous life as Raghava. И во снах она часто видит
те события, которые происходили с ней, когда она еще была в теле Раговы. Yes, because very often when we dream about the same things again and again, they usually some experiences from previous life. Ведь если нам часто снится один и тот же сон, это чаще всего означает, что это наш опыт с прошлой жизни. Also in London, there's many Prabhupada's disciples still there now who knew Raghava. В Лондоне до сих пор есть много учеников Прабхупады, которые знали Рагаву. So when she meets now these Prabhupada disciples, she has some feeling there. Oh yeah, we know each other. You know, there's some deeper connection there. И вот сейчас, когда она встречается с учениками Прабхупады, у нее есть такое чувство, что я знаю этого человека. Yeah, so we may also have that feeling with some people in our life. You know? В нашей жизни мы тоже иногда можем это чувство испытать. Yes, that we meet somebody and immediately we are connected and we have the feeling we know this person already 30 years. You know? Что мы с человеком только познакомились, и сразу идет такая сильная связь, чувствуется, и у нас ощущение, что мы уже этого человека знаем уже 30 лет. So very often we know these people already from previous life. И часто это означает, что этого человека мы знали еще в прошлой жизни. Also in London there's one devotee who knows the art of putting people under hypnosis. И также в Лондоне есть один человек, который умеет вводить людей в состояние гипноза. Yes, and under hypnosis you can also go back to your previous life and remember who you were there. И в состоянии гипноза вы можете вернуться в свою предыдущую жизнь и посмотреть, кем вы тогда были. So Ratnavali did this, and she remembered all different things which she was doing when she was Raghava. Ратнавали сделала это и вспомнила все те вещи, которые она делала, будучи Раговой. Yeah, so in ИСККОН it's a pretty well-established fact that Raghava Prabhu is now back as Ratnavali Mathaji. Поэтому теперь это уже известный установленный факт, что Рагава Прабху теперь родился в теле Матаджи Ратнавали. So when Bhakti Chumaj heard this story the first time, he asked her a question. Итак, Бхакти Чару Махарадж, впервые услышав эту историю, задал ей вопрос. So what would be the most obvious thing to ask her? И как вы думаете, какая самая очевидная вещь, которую можно спросить? What do you think? What's the most obvious thing to ask? Вы думаете, какой самый очевидный вопрос можно задать? Кем будешь в следующей жизни? Who will you be in your next life? No, not the most obvious. That you can ask anybody. Нет, это... Почему родился Матаджи? Why did you get a female body in this life? What did he feel when he was leaving his body? Not only what did he feel, but what the hell did you think? What happened at that moment? О чем, то есть не только что ты чувствовал, когда оставлял тело, а о чем ты вообще думал, оставляя тело, что в конце концов в этот момент происходило? What happened? Last life you were in a British man's body, now you're in an Indian Mathaji's body. What the hell happened? То есть в прошлой жизни ты был в теле брахмачари, британца, в этой жизни ты в теле индийской женщины. Что же, черт возьми, произошло? So Ratnavali Mathaji was researching this question. Researching. Ратнавали Матаджи стала изучать этот вопрос. Yes, she was curious. What actually happened? I can't remember. Ей было интересно, что же на самом деле произошло, потому что она не помнила. So she asked all different Prabhupada disciples about Raghava. Она стала спрашивать разных учеников Прабхупады о Рагаве. So and then some of them remembered. И некоторые из них вспомнили. That yes, he was always traveling Sankirtan, and then on the weekends he used to come back to the temple and do some puja on the altar. Они вспомнили, что он занимался выездной санкиртаной, и на выходные приезжал в храм, и, соответственно, он там проводил пуджу. So, and there was an Indian Mataji serving in the pujaska. Там в пуджарской служила одна матаджи индуска. And
we may be thinking now, oh yeah, they had some love affair there or something. Ну, и мы, конечно, можем подумать, наверное, там была какая-то любовная история. But no, Raghava was a strict brahmachari. He didn't have a love affair. Но нет, Рагава был строгим брамачари, и там не было никаких любовных историй. Actually, it was the opposite. На самом деле было все наоборот. When he was serving as a pujari, he was always quarreling a little bit with the senior Mathaji. Когда он служил в качестве пуджари, он всегда с этой Матаджи как-то ругался, спорил. Yeah, there was some little tension there. Там какие-то были напряженные отношения. I don't know the details, but I can imagine. You know? Я не знаю всех деталей, но можно себе представить. Probably he would have said, "Oh, Mataji, can't you polish the artichoke properly? It's not nice, and the flowers have no smell, and there's only one flower, but I like to offer 3 flowers." And then, you know. Ну, например, он мог говорить что-то вроде: «Матаджи, почему вы плохо почистили там параферналии, надо почистить лучше», или вот почему эти цветы без запаха, это не годится, или почему положили 1 цветок, я люблю предлагать 3 цветка, ну и так далее. Yeah, so some little quarrels, you know. Какие-то небольшие споры. So, and that was enough for Raghava to do another round in the material world. И этого было достаточно для того, чтобы Рагава вновь вернулся в материальный мир. Yes, yeah, I mean, when I heard this story the first time, this is 15 or 20 years ago or something, I was really impressed. It left a deep impression on my heart, actually, this story. Когда я впервые услышала эту историю, она произвела на меня неизгладимое впечатление. And I realized not so easy to go back to Godhead. Я поняла, что не так-то и легко вернуться обратно к Богу. Not only do we have to give up our attachments and attractions, but also our aversions too. Нам нужно отказаться не только от своих привязанностей, от того, что нас привлекает, но также отказаться от того, что вызывает наше отвращение. Yes, because there are also some material aspects in the mind when we don't like something and we are averse to something. Потому что это также определенные материальные аспекты в нашем уме, когда нам что-то не нравится или мы испытываем к чему-то отвращение. And we also have the saying, attachment and aversion are the 2 sides of the same coin. И еще есть поговорка, что привязанность и отвращение — это 2 стороны одной и той же медали. Before I heard the story, I could never deeply understand this saying, actually, how aversion and attachment, attraction are the 2 sides of the same coin. I didn't deeply understand. Пока я не услышала эту историю, я не могла толком понять, глубоко понять вот это утверждение, что привязанность и отвращение — это 2 стороны одной и той же медали. Yes, but it's like that. If we are averse to something, it means there is a certain attachment underneath. You know, to be averse, that's also an attachment. You know? Но важно понять, что если есть какое-то отвращение, то за ним обязательно стоит какая-то привязанность. Yeah, so those we also have to give up. И это также нужно оставить. Yeah, not only the attractions, but the aversions and dislikes also. То есть оставить не только привязанности, но также и отвращение. Yes, so it just shows how subtle the whole matter is of going back to Godhead. Это просто показывает, насколько это тонкий вопрос возвращения обратно к Богу. Yes, I mean, how many aversions and dislikes we carry in our minds? So many. Сколько же в нашем уме мы с собой носим каких-то моментов, которые нам не нравятся, которые вызывают наше отвращение. Yes, we may even have some aversions towards some people, some devotees. Возможно, даже какие-то люди или какие-то преданные вызывают у нас отвращение. Or against any other things, you know, likes and dislikes. Или не люди, но какие-то вещи могут нам не нравиться. Yes, you know, likes, dislikes, this is the duality, you know? Привязанность или неприязнь — это дуальность. Yeah, so we have to get beyond this. И
И нам нужно выйти за пределы этой двойственности. That requires a lot of internal work. И для этого требуется большая внутренняя работа. So not so easy to go back to Godhead. Поэтому вернуться обратно к Богу не так-то просто. I mean, this story made it clear to me that for most people it is a process over several lifetimes. И благодаря этой истории я поняла, что для многих очень людей этот процесс займет несколько жизней. Yeah, before I had heard that story, I never thought about it so much, but after that story, it became pretty clear to me. До того, как я услышала эту историю, я не так-то много думала об этом, но услышав ее, я поняла, что так и есть. Yes, because we may be thinking, oh, Raghava, he was a Prabhupada disciple, he was a brahmachari, he was a book distributor, dying on the battlefield. Surely he would have gone back to Godhead, but he didn't. You know? И ведь можно подумать, что Рагава, он был учеником Прабхупады, он распространял книги, то есть он был брамачари, ну, казалось бы, он должен вернуться домой, обратно к Богу, но нет. Yeah, so I mean, yeah, all I can say is it's not so easy. Могу только сказать, что это не так-то просто. Yes, we cannot think that just by somehow hanging in there and chanting some kind of rounds every day, we will go back to Godhead. You know? No, not so cheap. Поэтому нельзя сказать, что просто как-то зацепившись здесь и как-то так или иначе прочитывая какое-то количество кругов в день, мантры, мы сможем вернуться обратно к Богу. Это не так дешево. Нам нужно проделать очень большую внутреннюю работу. To throw overboard all this luggage of likes and dislikes. И нам нужно выбросить за борт весь этот багаж наших привязанностей и неприязни. Work through them. Проработать их. True challenge. It's a true challenge. Это большое испытание. Yes. And one amazing thing is in the story with Raghava and Ratnavali, that when Ratnavali took birth, she had some birthmarks. И что еще примечательно в этой истории с Рагавой и Ратнавали, когда Ратнавали родилась, у нее было как родимое пятно. Yes, she had one birthmark on the forehead and one birthmark across the belly. Одно родимое пятно было на лбу, а другое на животе. Yeah, and I remember before I became a devotee in Germany, I was working in a hospital with early born babies for some time. Before I became a devotee, I was working in a hospital in Germany with early born babies. До того, как я стала преданной, я работала в Германии в больнице с новорожденными детками. I was treating them through reflexes. You can enhance their development. Я как бы занималась их лечением, там это было как рефлексотерапия, с помощью рефлексов можно там помочь им. Yes, and I saw so many babies with birthmarks. Я видела очень многих деток с родимыми пятнами. And I was always wondering, why do some babies have birthmarks and some don't? There must be a reason for this. И я всегда удивлялась, почему у одних деток есть эти пятна, а у других нет. And I remember once I asked the senior doctor, why do babies have these birthmarks? And I showed him on one baby. И однажды я спросила у старшего врача, показала ему вот ребенка, спросила, а почему вот у него тут вот эти отметины? And he was giving this answer, babies have these things, nobody knows. И он сказал, что ну да, у детей такое бывает, никто не знает почему. Yes, but now I'm asking you, why did Ratnavali have these birthmarks on the forehead and in the belly? А теперь я хочу спросить у вас, почему у Ратнавали были эти родимые пятна на лбу и на животе? What do you think? Как вы думаете? Yes? Это была причина гибели, то есть это были раны.
Это была причина гибели раны во время аварии. It was the cause of his or her death. It was wounds during this accident. Very true. Exactly on those places where she has the birthmarks, Raghava had his injuries. Да, совершенно верно. Именно на том самом месте, где у Ратнавали были эти родимые пятна, именно там были эти ранения у Рагавы. On the forehead, on the belly. На лбу и на животе. And it's very clear because such traumatic experience leaves this impression in the mind. И совершенно очевидно, что такой травматичный опыт, он оставляет отпечаток в нашем уме. Yes, that he would have thought, oh my belly, oh my head. И он мог тогда подумать, о моя голова, о мой живот. Yes, so, and that is deeply stored in the mind. И эта информация сохранилась глубоко в уме. So, and then the subtle body of mind, intelligence, thoughts, ego takes the soul to the next gross body. И затем тонкое тело, ума, разума и ложного эго, оно переносит душу в следующее тело. So, and then obviously already in the womb, the mind is still dwelling on this. There is still something from this shock experience, this traumatic shock experience. И даже когда ребенок еще находится в чреве матери, его ум, он продолжает думать об этом, потому что это очень шокирующий опыт был. And then this manifests as birthmark in the baby. И тогда это проявляется в теле ребенка как родимые пятна. Yes, so it's a medical proof how the soul transmigrates from one body to another. Так что даже при помощи медицины уже доказано, как душа переселяется из одного тела в другое. Yes, quite amazing. И это потрясающе. And meanwhile, there is also some other doctors and scientists who also have followed up these birthmarks, and they also come to this conclusion that this is connected with the previous life, how the person left their body. Есть также другие врачи, которые исследовали наличие этих родимых пятен и их происхождение, и также пришли к такому же выводу, что это связано с предыдущей жизнью человека. Yes, I once saw one child in India in a devotee family, and he had a really strong birthmark all around his neck. Я как-то видела одного ребенка в Индии в семье преданных, и у него было такое, родимое пятно, в общем, какие-то знаки на теле, прямо вот вокруг шеи, полностью вокруг шеи. Really big and strong. Очень большое такое, такие пятна. So when I saw this, I thought, oh my God. Увидев это, я подумала, о Господи. Yes, because probably that person was strangled or hung or something in their previous life, И из этих отметин на шее совершенно очевидно, что в прошлой жизни человека, он либо его задушили, либо повесили, либо что-то еще в этом духе. Yes, yes. So, and very often these birthmarks are on the head. They look like a shot, И очень часто, когда у человека вот на голове есть какое-то родимое пятно, оно может выглядеть как след от выстрела. Yeah, because so many people die in some shooting thing at the war or some crime or something, so then they have such birthmarks. И ведь очень многие люди умирают в каких-то перестрелках, каких-то криминальных разборках. Yeah, so in this way, there's quite some stories there which make it very clear how this process of taking birth again takes place. Итак, эта история очень ясно показывает нам, как происходит этот процесс переселения, принятия нового тела. Yes, whether we believe it or not. Независимо от того, верим мы в это или нет. Yes, whether we are devotees or not devotees or Christians or Muslims, doesn't matter. This is the way it goes. Неважно, преданные мы или не преданные, или мы христиане, мусульмане или еще кто-то, но это все равно происходит. Yes, science of the soul. The science of the soul. Наука души, о душе. Yes, whether we believe it or not, doesn't matter. Независимо от того, верим мы в это или нет. The laws of nature. Это закон природы. Yes. Anyway,
So in this way we can understand death simply to be like a journey into an unknown service situation. И поэтому таким образом мы можем рассматривать смерть как путешествие в какую-то неизвестную ситуацию. Yes, and the luggage allowance is 0. И там нет никакой возможности перевозить багаж с собой. Yes. When we fly to India, we have 23 kilos check-in luggage and 8 kilos hand luggage. Когда мы путешествуем, едем в Индию, то там можно, разрешается багаж взять, ручной багаж 8 килограмм, check-in 23. А этот багаж, который мы сдаем, багажное отделение, там 23 килограмма. Yes, but getting on the plane back to Goddard, 0 luggage allowance. No check-in, no hand luggage. Но когда мы летим на самолете обратно к Богу, никакого багажа не разрешают взять. Yes, we have to leave everything behind, even the most subtle attachments and aversions. We have to give it all up. Придется все оставить, даже наиболее тонкие привязанности или отвращения. Yes, and I mean it's a nice example of seeing death like that, like a journey into an unknown situation. И это очень хороший пример, смотреть на смерть, в прошлой аналогии, смотреть на смерть так, как путешествие в неизвестность. When my father left his body, I spent the last 1 week with him. Когда мой отец оставлял тело, последнюю неделю я провела с ним. And he was traveling so much all his life. И он всю жизнь путешествовал, очень много. He had been almost everywhere, Побывал практически везде. Yeah, he came 2 times with me to Bangladesh. For 20 years, every year he was going to India for 6 weeks. He traveled so much. Он ездил со мной в Бангладеш, на протяжении 20 лет он ездил также в Индию каждый год. Yes. So, and I said to him, this is like going traveling, isn't it? You prepare to travel to an unknown destination. И я тогда ему сказала, что это подобно тому, как это подобно путешествию, как будто ты путешествуешь в неизвестном направлении. Yeah, and he could really relate to this. He said, yes, that's what it's like, И он сказал, да, для него это было актуально, он сказал, да, так и есть. Yes, to get everything ready, finalize the last things, and then, well, the only difference is you're not quite sure where the ticket takes you. То есть то же самое, как в путешествии, надо собрать вещи, подготовиться, завершить какие-то дела, там билет, нужно все. Единственная только разница, что ты не знаешь, куда именно ты по этому билету попадешь. But in regards to my father, just 45 minutes before he left, he was talking about South India. Вот что интересно, за 45 минут до своего ухода мой отец говорил о Южной Индии. Yes, he was talking about Kerala, how nice it is there. Он говорил о Керале, о том, как там хорошо. It was almost like he was informing us where he would go, Он как бы информировал нас о том, куда он отправится. So I'm very sure he's there now somewhere in a devotee family, continuing his journey. Я уверена, что сейчас он где-то там, в семье преданных, продолжает свое путешествие. Yes, and I mean, especially as practicing devotees, we can be sure that next existence, wherever it may be, we will again be somehow in a service situation where we can serve Krishna and his devotees. I'm pretty sure we can be assured of that. И как практикующие преданные, мы, по крайней мере, можем быть уверены в том, что в следующей жизни мы тоже будем иметь возможность совершать служение. Yes. So, and we simply leave it up to Krishna, where it will be. Но где именно это будет, мы оставляем это на волю Кришны. Yes, ultimately that's the main thing for us, that we are again with devotees and we can serve the devotees and the deities and the Lord. Главное для нас это опять быть преданными, служить преданным, служить божествам, служить Господу. Yes, so like that, it's also a nice way to see death as a journey into an unknown service situation. Очень хорошо смотреть на смерть как на путешествие в неизвестном направлении. Yes.
And definitely, I mean, I can see it as a blessing to get a serious warning. И когда у нас есть какое-то серьезное предупреждение, я смотрю на это как на благословение. So we can prepare. Чтобы мы могли подготовиться. It's even like that with traveling in this world, you know? С путешествиями в этом мире все то же самое. Let's imagine somebody's coming running into the door now and saying, quick, in 1 hour you have to go to the airport and fly to India. Вот, например, представьте, кто-то забегает сюда и говорит, быстро, торопитесь, вот через час вам нужно быть в аэропорту, и вы летите в Индию. You would say, hey, I'm not ready. I didn't know. I haven't prepared. И вы скажете, это как бы, подождите, я не готов, я не могу, я не подготовился. Yeah, you probably would panic. How can I be ready in 1 hour? You know? И вы начнете паниковать, как же я смогу за 1 час подготовиться. So our departure would be not so peaceful, you know? Поэтому, когда наш уход, наш отъезд будет не очень таким мирным. Yes, but if we know 1 month before, если же мы знаем об этом за месяц, so then we've got time to prepare. Тогда у нас есть время подготовиться. Okay, let's empty the fridge. Let's do this. Let's do that, and get ready, you know, and decide what I take along, and you know. Итак, нужно опустошить холодильник, надо взять то, это, надо составить список, что я беру с собой, сделать какие-то дела. So, and we meditate. Okay, in 3 weeks, in 2 weeks, in 1 week, I will be in Mayapur. И мы тогда медитируем, что вот через 3 недели, через 2 недели, через неделю я буду в Майяпуре. So then the mind already is there actually. И тогда ум находится уже там. Because we already plan, yes, and what will I do, and who will I meet there, and. So the mind is already there. Потому что мы планируем, что я там буду делать, с кем я там встречусь, и то есть ум уже находится там, в том месте. And then even if there's lamenting friends around us, oh, what a shame you're leaving, stay a little longer. No, we're ready to go. Mind is already there. И поэтому даже если наши друзья вокруг нас будут говорить, что будут как-то жаловаться, говорить, что вот, не уезжай, останься, не уходи, останься еще, но наш ум, он уже там, и мы спокойно двигаемся туда. Only the body is there, but the mind is already there. Да, наше тело еще здесь. Mind is there. Наше тело еще здесь, но ум уже там. So then we want to go. И тогда мы хотим отправиться в путь. So, and this is how I imagine it, when we get the definite warning, now it's time to get ready to leave. И именно так я это представляю себе, когда вот мы получаем предупреждение, что уже время готовиться, уже время уезжать. By having cancer. И таким предупреждением является рак. Yes, then we can really focus on leaving, getting ready. Тогда мы можем на самом деле сосредоточиться на уходе, на подготовке к уходу. And we can absorb the mind in remembering the spiritual world. Мы можем погрузить ум в памятование о духовном мире. Yes, by hearing, by looking at the beautiful BBT paintings, which Prabhupada said are like a window in the spiritual world. И мы можем слушать о духовном мире, можем смотреть на прекрасные картины BBT, о которых Прабхупада сказал, что это окна в духовный мир. Yes, I think this is such a good way to bring the mind to the spiritual world when we are about to leave, by looking at these beautiful paintings. И я считаю, что это очень хороший ум погрузить, очень хороший способ погрузить ум в духовный мир, это смотреть на эти картины. Yes, it can be even easier than just hearing the Bhagavatam or something. That's not so easy in a painful condition. But looking at the beautiful paintings, as long as we can see, I think this is a really good way to bring the mind to the spirit. Это даже проще, чем слушать лекции по Бхагаватам, потому что слушание лекций не всегда бывает легко, но если пока у нас есть зрение, мы можем видеть, то мы можем смотреть на эти картины. Yes, and of course by chanting the holy name, begging Krishna, please allow me to come to you, please accept me.
И также мы можем повторять Святое Имя, молиться Кришне, пожалуйста, Кришна, прими меня. So if we prepare like that, then also we will have that situation that the mind is already there, you know? И если мы так подготовимся, то тогда может оказаться, что ум уже находится там. And we actually come to the point where we really want to leave. We wait. Okay, today, tomorrow. И мы достигаем такого момента, когда мы на самом деле уже хотим отправиться туда, и мы ждем, когда же придет тот день, сегодня, завтра. And even though there may be friends around crying, lamenting, oh, what a shame, please stay, please get cured. И даже если вокруг нас будут друзья, которые будут плакать и говорить, о, пожалуйста, останься с нами, там, выздоравливай. But no, we want to go. Let me go. Но нет, мы хотим отправиться туда. Yes. So, simply a journey into unknown service situation. Это просто путешествие в неизвестную ситуацию. Yes, and when we get this warning to prepare, this is the biggest blessing. Really. И когда нас предупредили, дав нам возможность подготовиться, это величайшее благословение. So, I mean, I hope I will get a warning. Лично я надеюсь, что я получу предупреждение. I've had already two pretty serious ones. Ну, в принципе, 2 серьезных предупреждения у меня уже Yes, было. I mean, I would not want to leave my body with some heart failure or some car accident or plane crash or something. My God, that's the last way I would want to leave. You know? Lично я не хотела бы оставить тело как-то внезапно где-то в какой-то авиакатастрофе. Yes, my cancer suits me perfectly. Но рак подходит мне совершенным образом. But let's see what Krishna will arrange. You know, maybe I will, leave in a plane crash or something. You know. Но посмотрим, что Кришна подготовил мне. Может быть, я и в авиакатастрофе оставлю тело, кто знает. There's not much time to prepare when you're in a plane crash. Но если человек погибает в авиакатастрофе, то там не так-то много времени на подготовку. I mean, that must be a pretty horrible way of leaving. Это должно быть весьма ужасный способ оставить тело. Flying through the air there. Лететь там в воздухе. Yes. Anyway. Okay, some last comments, questions? Хорошо, последние комментарии или вопросы? К нам в Черкассы приезжают проповедники с Парижа, и он рассказывал очень похожую историю, как Матаджи Деваки рассказала. Перед операцией тоже ему предстояла несложная операция, ему должны были сделать общий наркоз. There is one preacher from Paris who comes to her town, Cherkasy, and he was saying, he was telling a similar story about surgery, small surgery, when he. И он тоже думал, вот я попытаюсь думать о Кришне в этот момент. He also thought, oh, I'll try to think about Krishna at this moment. И он помнил о Кришне, когда его везли на каталке, когда положили уже на стол на операционный. Но And he remembered Krishna while he was on his way to this surgery ward. When he was put on the surgery table, he remembered Krishna. Но в последний момент он отвлекся на то, как медсестра ему делает укол в вену, чтобы усыпить, и чтобы она сделала аккуратно этот укол. But at the last moment he got distracted when the nurse was making him injection to put him to sleep, and he just Look whether she did it properly. Yeah. И следующий момент, который он помнил, он просыпается после операции. The next moment he remembers is that he wakes up after the surgery. Exactly like that. It happened with me too. You know? Со мной то же самое произошло. Any other comments? Еще какие-то комментарии? Yes. А будет душа, когда она будет проходить через демараж? To put it more to the Душа mouth. преданного будет проходить через демараж. And when a devotee leaves his body, will the soul of devotee somehow go through Yamaraj? Who knows?
Кто знает? I mean, with this question, I remember one other amazing story, which I quickly will share. Я помню еще одну потрясающую историю, но я ее очень кратко расскажу. From Bangladesh. В Бангладеш. I don't know if you know the story yet. It's a pretty macabre story, you know. Это очень такая потрясающая история. What happened in Dhaka temple that some money and gold jewelry disappeared from the deity department. Значит, в храме в Даке произошло следующее, что исчезли какие-то драгоценности золота из пуджарского департамента. Somebody stole it. Кто-то украл все это. And they were making some appeal, please give back what you stole. Even Lord Brahma got confused and stole the calves and cowherd boys and he brought them back, so please bring back. И, конечно, были такие увещевания, что, пожалуйста, тот, кто это взял, пожалуйста, верните. Мы все понимаем, даже Господь Брахма тоже так иногда делает, но, в общем, это самое, нужно исправить, нужно вернуть. So some of the gold jewelry came back, but the money didn't come back. И там, получается, украли, и там и украшения золотые, и деньги. Так вот, украшения вернули, а деньги не вернули. So then the idea came up to detect with a special technique to detect who is the thief. И потом в какой-то момент появилась идея, что нужно при помощи определенной техники выяснить, кто же вор. Yes. And the technique was that everybody got some raw rice grains. Так каждому раздали сухие рисовые зерна. And apparently some mantras were chanted on those rice grains. И там над этими зернами была прочитана определенная мантра. Yes. And everybody has to chew them. И каждый преданный должен был жевать эти зерна. And that person who cannot make a liquid paste from the rice, but where it gets all dry, he is the thief. И, значит, там было такое условие, что вором будет признан тот, кто не сможет разжевать эти зерна в такую жидкую пасту. So I was at that time in Dhaka. В то время я была в Даке. And I was curious, and I took part in this whole thing. Мне было интересно, и я приняла участие в этом процессе. So, so many brahmacharis, we were sitting in a circle in a room, and we all got a banana leaf plate and some rice, and we had to put the rice in our mouth and chew. Итак, значит, там в комнате сидело много брамачари, и я там тоже сидела, и всем нам раздали банановый лист, и там было немножко риса, который нужно было пожевать. So, and then that senior brahmana went around. Один старший браман, он, значит, прошелся по кругу. And he asked us all to spit our rice paste on the leaf plate. И попросил, чтобы каждый из нас должен был, в общем, сплюнуть то, что мы там разжевали, на банановый лист обратно. So and everybody's rice paste was liquid except one person. И действительно, каждый, кто сплюнул, у всех была такая, жидкая паста получилась, кроме одного человека. So and that senior brahmana, he went around and said, oh, this doesn't look so good. This is very dry here, your rice. И этот старший браман подошел и сказал, что вот, да, твой рис, он не такой, как надо, он слишком сухой. So he said, put it back in your mouth, chew it more. И он сказал, опять возьми, положи в рот этот рис, и тебе нужно пожевать его еще. So and then when he checked again, it was even more dry, and there was even blood mixed in it. И потом, когда он позже посмотрел еще раз на этот рис, который тут пожевал, этот рис был еще более сухой, и там blood mixed into it. И даже и на этом рисе даже были как капельки крови. Yes, because it was so dry that the raw rice cut his mouth inside. Поскольку рис был очень сухим, то он, очевидно, поранил ротовую полость этому преданному. So then the authorities sent everybody out of the room, except that one boy. И затем всех остальных брамачари выпроводили из этой комнаты, кроме вот этого парня. So and then they said to him, the Bengali style, so where's the money? Соответственно, ему сразу по-бенгальски, без обиняков, ему сказали,
где деньги. So, and then he said, all right, I will go and get it from my room. И он сказал, ну ладно, сейчас пойду принесу. And he went back to his room and he took some poison. Он отправился в свою комнату и просто принял яд. And it was such heavy poison that he would have left his body for sure. И это был такой яд сильный, что он бы обязательно покинул тело. Yes, so obviously he had planned for this, you know, he had arranged some poison. Очевидно, он так и планировал, но на всякий случай подготовил этот яд. Just in case he would be caught. На случай, если его поймают. So, and then lucky, the whole story was early in the morning, so there was no traffic jam. Повезло, потому что нам тогда повезло, потому что это было рано утром и не было пробок на дорогах. So, and they rushed him to the hospital. Его быстро отвезли в больницу. And one devotee went with him. Один из преданных поехал с ним. And he also took the bottle of the poison with him to show the doctors what he took. И он взял с собой эту, ну, в общем, эту коробочку из-под яда, чтобы показать врачу, что он принял. So, and when the doctors saw what poison he said, no hope, we cannot save him. И увидев этот флакон с ядом, из-под яда, врач сказал, ну, надежды нет, мы его не спасем. So, and he was in intensive care. Он был в этой интенсивной терапии. Yeah, so, and then at night, he said to his companion, oh, I think I will leave my body. И тогда ночью этот человек сказал своему компаньону, сопровождавшему его, что похоже, я тело оставляю. Let's chant the Nrsimhadev prayers. Давай почитаем молитвы Нрисимхадева. So in the middle of the night, on the intensive care, they were chanting Nrsimhadev prayers. И, значит, посреди ночи в палате интенсивной терапии они принялись читать молитвы Нрисимхи. Yes, and surprisingly, he didn't leave his body. И на удивление он выжил. So, and then later on, he personally told me И позже он лично сказал мне, that he had the darshan of the Yamadutas. что он получил даршан Ямадутов. Yes. And the way he described them, I could see it was true. He didn't just make it up or something. И судя из того, потому как он их описал, я поняла, что он это не придумал, что это правда. Yes. He said 2 were standing on his head end and 2 at the feet, and they came 3 times to try and catch him. И он сказал, что 2 стояли у изголовья кровати, 2 там в ногах кровати, и они 3 раза подходили, пытались его вытащить. Yes, and he said they were all black with horns, and when he was describing them, he got all emotional. Он написал и сказал, что они были такие черные, с такими рогами, и вот описывая их, он испытывал очень сильные эмоции. Yes, and 3 times they were trying to pull him out of his body there. 3 раза они пытались вытащить его из тела. But because they were chanting the Nrsimhadev prayers, they couldn't take him. Но из-за того, что они повторяли молитвы Нрисимхи, Ямадуты не смогли вытащить его. Yes, so this is a modern Ajamil story. История современного Аджамилы. Ajamil story of the modern days of ISKCON. История Аджамилы на наших дней в ИСККОН. Yeah, so yeah, he had the darshan of the Yamadutas. Not the Vishnudutas, the Yamadutas. Так что да, он получил даршан Ямадутов, не Вишнудутов, а Ямадутов. Even though he had Kantimala on and maybe Tilak, I don't know. Даже несмотря на то, что на нем были кантималы, а возможно даже и тилак, я не знаю. Yes, but obviously to poison yourself after committing some theft there, this is not a situation for the Vishnudutas to come here. Но очевидно, что если человек пытается принять яд, отравить себя после того, как он совершил кражу, это не та ситуация, на которую придут Вишнудуты. Yes, so that's the answer to your question. Who asked the question? Это ответ на ваш вопрос. Yes, so, it depends, who comes. Вот, все зависит от ситуации. Кто придет, это зависит от ситуации. Yes. And well, they couldn't take him because he was chanting the Vishnudev prayers. Но они не смогли забрать его, потому что он повторял молитвы Нрисимхадева. Yeah, it took him quite a while to digest this whole story. Конечно, у него ушло какое-то довольно большое время, чтобы все это переварить.
Yeah. He was quite bewildered, and everybody was really, attacking him and rejecting him for stealing. And, it was a whole story, a whole big story. Он был очень сильно сбит с толку, и все там, в общем, подходили к нему, что-то ему говорили, и по этому поводу, в общем, многие его отвергли за этот поступок. Yes, but it made him a stronger devotee, I believe. Но я думаю, что благодаря этому он стал более сильным, как преданным. Second chance. Получил второй шанс. Okay, so I think we'll finish on this note. На этой ноте мы закончим. And Monday, 6 o'clock, we'll continue. И мы продолжим в понедельник в 6 часов вечера. Yeah, I'm pretty sure Monday, Tuesday, Wednesday, at the most 3 sessions, and we will finish. Я думаю, что нам осталось еще 3 лекции, понедельник, вторник, среда, и мы закончим. Yeah, so please come back on Monday. There we will discuss more in detail what actually happens at death and how to transform the subtle body of mind, intelligence, towards ego, and. Пожалуйста, приходите в понедельник, и мы продолжим обсуждение того, что же происходит в момент смерти, и как трансформировать тонкое тело ума, разума и ложного эго. And also the topic of pain, because of people say, I'm not so afraid of leaving my body, I'm afraid of the pain. Также мы обсудим тему боли. Многие ведь говорят, что я не боюсь покидать тело, но я боюсь боли. Yes, so what is this whole pain issue all about? Также обсудим этот вопрос боли. Yeah, so there's a lot of interesting topics still waiting for us. Так, нас ждет еще очень много интересных тем. Okay, thank you very much. Shila Prabhupada ki, Sama Veda Bhaktivinoda ki, Gaura Premanande.